Всем привет! Мы продолжаем проходить Resident Village, она же деревня. Значит, в чем? Я продал старый пистолет, который мне давался в самом начале. Ну, в принципе, зачем мне два носить, лишний раз инвентарь захламлять, мы лучше оставим немножко места. Так, перенесем это дело вот сюда. Эй. Вот так. Тихо. Все. Угу. Ну и вот, в общем, какой-то такой примерно расклад. Ладно, давай. Мы, короче говоря, сходим еще раз вот сюда, потому что я получил какую-то штуку, чтобы открывать какие-то колодцы. Может быть, это пригодится. Хотя, подожди. Бам-бам-бам. Колесо от колодца. Вот давай изучим его. Ага. Шестигранный. Пройдемся по колодцам, которые нам известны. Возможно, мы что-то сможем еще достать оттуда. Вот, допустим, первое. Получится применить? Ага, надо с другой стороны подойти. Надеюсь, оно не одноразовое. Деревянный зверь. Продадим. Так. Значит, короче говоря, имеет место быть, пройтись по колодцам и поднять то, что есть. Колодцы. У нас, по-моему, где-то штуки 3 где-то тут разбросаны. Надо теперь вспоминать, где они есть. Тут явно нет. Так, отсюда получается... вот тут. Второй колодец. Кстати, они на карте обозначаются у нас. Воду нет. Подожди, нет, вот тут вот. Колодец. Угу. Да, не обозначается на карте, все нормально. Так даже и еще... Да, подожди ты. Так даже еще удобнее. Нычка. Угу. То есть еще и резон по всем ящичкам, да, пройтись тут в деревне. Забавно. Так, да. Шли сюда. По-моему, вот здесь где-то была отмычка, нет? Могу, конечно, ошибаться. Тут ничего. Ладно, пойдем дальше, пойдем дальше. Тут никак не пробраться к колодцу. Давай искать обходной путь. Через петуха. Как-то надо назад вернуться. Да, тут же явно не пройти. Все хочется собрать, потому что это все естественно пригодится. Опять зародыш, 4 крыла. Знакомые символы, я смотрю. Не обращал внимания. Так. Ну, по идее, ты должен, типа, в идеале все в этих домах, все открыть. Опа. Кстати, а почему? Его же тут вроде не было. Мы тогда соединим его сейчас. Деревянная голова. Объединяем. И что, это можно продать? Повращал я его. Предназначено для ритуалов.
Я не знаю, но я попробую его, конечно, продать толстяку, но не факт, что он возьмется. Вот, у нас отмычка пригодится. Потрошки, ну это просто замечательно. Так, конечно, перед этим перед тем, как идти куда-то, ну, на новую локацию и так далее, там, где будет патронов гораздо меньше, лучше, конечно, все это дело обходить, заново открывать, таскать с колодца всякую дичь. Так, где я был-то, где я не был. Ну-ка, вот этого козла сюда можно поставить? Нет. Давай мы попробуем, короче говоря, в дом с красной трубой. Он, по идее, должен меня вывести дальше по этому, по квесту. Ну, не по квесту, точнее. Дальше по деревне. Да, надо вглубь как-то уйти. Дома довольно-таки одинаковые, кстати. С одинаковыми кастрюльками. Запутаться тут проще простого. Кастрюля прям не дает мне покоя. Так. Блин, я думал, что этот дом сквозной. Ну и как тогда выбраться они предлагают? Мне надо в другую половину деревни. Тут явно не вариант. О. Вот так, пожалуй, мы и выскочим отсюда. Стоп. Как пройти тогда? Итан у нас явно прыгать не умеет. Нет, не прямо в дом. Подожди, я просто забыл локацию. Как выбраться-то? Ой, беда, а? Придумали. Так, ну если я сюда падаю... Ну да, все верно, я тут в доме и оказываюсь. Подожди, ну тогда давай карту. Петуха зачеркнули они. Тут закрыто. Короче, я даже потерял, где колодец. Если они вообще еще остались. Последний. Надо дом Луизы. Делянка под паром. Или под паром. Хм. Ну, в принципе, тут как бы все. Тут все. В этот бы дом, конечно, попасть не мешает. Коллекция маэстро. Давай попробуем. По идее, мы должны что, отсюда выйти? Вот сюда. Я его братку иду. Я реально запутался. Ну, отсюда, типа, я должен вот сюда. Но, по-моему, насколько я помню, я под телегой не мог пролезать. Тут телега мешает. Здесь у нас получается телега. Тут закрыто. Тут тоже, если обойти, закрыто все. Значит, я, по идее, должен попасть вот сюда. Зайдя вот в этот дом. Бля, устроили какие-то лабиринты вообще.
Да, и тут ты, короче говоря, не попадаешь вообще никуда. Подожди. Вот отсюда. Проход. Можно залезть под трактор. Правильно? Тогда и ты выходишь вообще не туда. Став спиной, там какая-то есть какой-то домик, по-моему. Вот здесь. Который имеет отмычки. Комнаты с отмычками. Даже никак не пройти. Короче, ладно, отмычки пригодятся потом. Давай хоть до колодца попробуем. Угу. Тут никак. Закрыто. Если мы отсюда... Тут прохода нет. Короче, пошли на этот, как его... на хаб-локацию. На хаб-локацию, короче, надо вернуться. Потом как-нибудь. До колодца я, может быть, потом доберусь. По-моему, причем он единственный тут есть. Последний, по идее, колодец остался, так что ничего страшного. Где у нас жирный здесь сидит? Вообще все забыл. Так. Тут, по-моему, дом маэстро у нас, да? И он имеет какой-то... А, нет, это церковь, алтарь у них. Вот, кстати, компа тут не было. Операция на месте, следов и Роллы нету. Вошли в деревню, стычка с биоружием, следы его, места... Ладно. Тут, в общем, у них какой-то они базу развернули. Догадались где, конечно, вот честное слово. Прям в церкви базу развернуть. Вот. Еще один колодец. Давай-ка. Ожерелье. Хорошо. Это у нас... Ой. Ну вот до этого я колодца все равно не добрался. Ну ладно, может быть потом. Кстати, вот тут у нас еще один ключик подойдет. Блин, а значки скрываются, когда ты слишком близко, далеко камеру отводишь. Угу. Ну давай хоть ключ бахнем. Ибо есть куда бахать. Сейчас, ну, ключ. Вот такой. Открыто. И че. Ну, по-любому же тут что-то. О, куры. Куры, здрасте. Куда? Цыпа. Достанешь ее, нет? Ошибись. Попробуй залови их еще. Так, ну-ка, может быть на картах я их быстрее догоню. Так, вот. Хотя бы эффективнее их на корточках убивать. Так, цыпа. Да, нормально. Истребитель куриц 2000. Все, больше куриц нет. Это сам. Странная локация. Для нее типа целый ключ требуется, и просто чтобы убить 2 курицы. Мне кажется, я отсюда должен или выйти потом. Или что-то будет квестовое тут. Не знаю, посмотрим. Так, ладно, все, выходим мы отсюда.
Делать тут больше нечего особо. Так. Вот отсюда, по-моему, может быть попасться какой-то колодец. Я уже, наверное, отмычки-то все-таки искать не буду, потому что отмычки все равно пригодятся. Их тут много. Ага. Вот. Я как раз по прямой буду идти. И к колодцу попаду. И, наверное, в дом Луизы, если мне сюда надо. Там какое-то сокровище есть. Вспоминаем тогда, где колодец тут. 5 кур. Куры. Слушай, а животных реально больше стало. Сапали, Петя. Берем. Так, надо отсюда выйти, получается, и сразу направо. Погибаем вот тут. Ой, еще ящик. Такое ощущение, как будто я вообще тут не был. Я уже 1000 раз тут бегал. Такой, может быть, я не знаю, может быть, с пройденным этим. И откуда тут? Так, вот это неожиданная, кстати, встреча. Вот встреча неожиданная. Что они тут делают, я не знаю. Но они, походу, респаунятся, враги некоторые, в некоторых местах. Либо мне по квесту сюда надо. Здесь колодец должен быть. Видимо, не про меня. Хрюшка. Сейчас мы хрюшку кортиком запурим. Так, вот эти вот ребята, конечно. Подох. Отвали. Но мне сдается, что я верно иду куда-то. Раз уж мобы появились. Так, я никого не пропустил тут. Блин, в этих кущах ничего не видно. Я, возможно, кого-то потерял. Блин, а можно это как-то выкусить, я не знаю. Но беда же, вообще ничего не видать. Давай на пистолет. То есть у нас сначала были бегающие, теперь летающие, да, в основном, походу. Так. Как мне туда попасть? Может быть, с обратной стороны? Ладно, давай мы сейчас сюда зайдем. Я вот прям слышу хрюшку. Очень хочется ее загасить. Вот, мы сейчас ее и загасим. Свинка, свинка, не молчи. Свинка, свинка, покричи. Свинки еще таранят. Сейчас мы ее на сало опустим. Иди сюда. Эта свинка, по-моему, много жизни имеет. Это может быть мини-босс. Свинка, ты собираешься умирать? Вот, ну наконец-то. Качественное мясо. Я так понимаю, то, что я этим мясом тоже, да, в какой-то мере инвентарь захламляю. Ладно,
По-моему, все, это должен быть последний колодец, ну, это как во всей деревне, типа. Это ведь так? Проверяем. Там-там-пам. Место ритуала. Это ладно, тут, видимо, какие-то квестовые штучки-дрючки ваши. Давай, короче, мы... Теперь я, короче говоря, спокоен. То, что я собрал все колодцы открыли, какого. Все колодцы открыты. Теперь можно спокойно двигать, короче говоря, к жирничу. И он мне типа, ну, возле него мы перейдем в локацию, ну и там, где у нас будет босс кукла. Замок, в принципе, был невелик, так что я не думаю, то, что они, наверное, больше деревню вот эту прописывали, нежели другие какие-то основные локи. Ну ладно, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки они все это сделали классно. Прям на 5 с плюсом. Ну, не зря это все-таки игра года. Так, угу. В принципе, можно кое-что и толстяку впарить. Так, алтарь. Мне надо, получается, развернуться и чесать куда-то сюда. Потом вот сюда. Угу. По дверям узнаю. Что? Стекрыло? О. Тут, наверное, уже совсем другая история. В общем, мне встречались двери с зародышами. Кстати, рыба. Блин, нашли охотника, а? На карася пошел. Че? О, нифига. Случайно завалил. Рыба откуда-то сверху десантировалась, походу, с моста. Готово. Но они респаунятся, по идее. То есть себе бафов можно разливать бесплатно. Йоу, зомбодробители. Здорово, Серег. Я тут на карпа пошел охотиться. Кинжалем. Гаоси. Всем привет с горы Гуса. Все спят еще. Угу. А что вы тут делаете? Бач. Слушай, прикольный пистолет, мне аж он нравится. Элеонора Мпрукова. Мессендж. Сити. Чего, мессендж? Короче говоря, ты, видимо, заходишь в какие-то определенные локации, у тебя начинают враги респауниться. Гаоси. Пиво в обед не помешает проснуться, как и рыбалка в деревне. Ну странно, я никогда на рыбу еще с ножом не ходил. Заходите, Итан. Да, сейчас мы что-нибудь жирничего продадим. Ну, плюшевый мишка, по-моему, он собирательный. Я не знаю. Слегка грязный плюшевый мишка. Герцог наверняка его купит. Ценно. Подожди. Надо Ты выйти голоден? отсюда. Это, по-моему, ты голоден. Сейчас посмотрим, у нас медведь, он у нас собирательный или нет? Ну, то есть можно, допустим, к нему там в глазах что-нибудь стоящее вставить. Вот это можно? А, нет, нифига. Ценное сочетаемое. Так, запоминаем. Короче говоря, кристальное крыло, оно Эвил Гаоси. не Как сочетаемо. прошла работа?
Нормально. Ну, вчера как бы нет. Вчера не очень. Вчера смена была тяжелая. Много-много работали. Аж придется шмотки в стирку нести. Потому что песок сыпется. Так, мандолина, туловище, понятно, сочетаемое. Плюшевый мишка несочетаемый. Деревянная коза очень ценно. Но я не знаю, сочетаем ли он. Короче, мы говоря, можем... Нам нельзя продавать в общем куклу и ожерелье. Все остальное можно толкнуть. Так, окей. Само собой. Я запомнил, надеюсь. Я Да. могу установить любые модификации Да, я оружия понял. за очень Или скромную в Гаосе. мзду. Шмотки в стирку. Увидел медведя. Какого не совсем понимаю. Мелочевка. Да Ясно. просто, короче говоря, вчера песком, блин, сверху поливало. Очень все там плохо. Куплю и охотно. Так, деревянная коза. 15к стоит. Ну, прикольно. И все. Вот так. Это дело мы оставляем. Сейчас мы еще мясо ему впарим. Все это инвестиции, Итан. Ну, естественно. Так. Давай мы сюда проинвестируем 3 рыбы. Вот так. Спасибо. Сгораю от нетерпения. Одну Так, минутку. и Или чё? в Гаосе. Я думал, ты в цеху батрачишь, а не в карьере. Так в цеху тоже грязно. В цеху тоже песка полно. В карьере, Простите за по-моему, ожидание. фищи Вот люди ваше работают. Запеченная зеленью рыба, окей. Сейчас мы ее стрескаем. Ха-ха. Здоровье Я бы слегка такое съел увеличено еще навсегда. разок. Угу. Вот оно что. Ты голоден. Да. Значит, ты жив. Юморист. Так, пистолет. Пистолет нужно максимально прокачан. Слушай, тут какой-то прям этот, я не знаю. РПГ составляющие появились. Не очень характерные Это простая для модификация, я быстро управлюсь. этого. Кстати. Мы вот это еще возьмем. Один из самых популярных товаров. Ну да. РПГ составляющие, по-моему, больше добавилось. Не характерные для этой, ну, для этой, скажем так, вселенной. Так. Вот сюда идем. 4 крыльями. Тут у нас с зародышем ключ. Здесь я типа все открыл. Поэтому мы что? Мы сохраняемся. Потопали изучать локу. А на работе так-то что? Как говорится, день тяжелый понедельник. Понедельник день тяжелый. Поэтому пришлось Или в потрачить. Гаосе. Жаль, ты не будешь стримить Резик 4 в VR. Я еще не заценил, как это выглядит. Но 4-й резик-то я буду играть, но в целом я в VR не играл никогда. У нас, по-моему, в городе был подобный аттракцион, там что-то просили 150 рублей за полчаса или что-то такое. Но особо не прижилось. Вот, а в целом я в VR вообще не, ну, типа, никогда не юзал. Было бы интересно, конечно, попробовать. В целом, ну, не обязательно прям в Резидент какой-то играть. Но вообще, по-моему, ценится Резидент 7 для VR. Типа он... Типа говорят, что совсем другая игра. 4-й, он... Ну, просто 4-й Резидент, он делался-то явно не для VR. То есть изначально игра не под это заточена. А вот 7-й вполне. Я, кстати, ворон... О! Я думал, просрал ворона. Иди-ка сюда. Выпала? Пятихаточка. Ну, нормально. Короче, топаем мы в этот, как его, кукольный дом. Я прям смотрю, меня уже подготавливают. К большому количеству кукол. И так далее. Так, тут должен быть тупик.
Кукольные обломочки у нас. Я вот не знаю, по мосту мне идти или направо? Подожди. Evil Гаоси. Я на PS4 играл в VR как раз в Резик 7. Это восхитительно. Сейчас ждем VR на 5-ю Соньку. Так как эта часть Ризика явно заточена на VR, кукольный дом это докажет. Мгм. Ну, там что-то, по-моему, они разрабатывают. А, подожди, меня не пускают сюда больше. Пока я не пройду, видимо, да? Блин, ну ладно. Я думал, у меня есть вариации. Подожди, а может быть ножом порезать? Все, меня закрыли. Думаете, меня заперли с вами? Это меня заперли со мной, да? По поводу, короче, восхитительно ждем VR на 5-ю Соньку. Плойка разрабатывает VR 2. Но когда это выйдет вообще вилами по воде? Если я не ошибаюсь, 5-я плойка типа не поддерживает VR от плойки 4. Но я могу ошибаться, не знаю. Резик 8 деревня, да, говорит, заточена на VR. Посмотрим, посмотрим. В принципе, у меня не обязательно, ну, чтобы, так сказать, сценами восхититься, не обязательно прямо телевизор возле глаз иметь вплотную. По идее же больше у нас VR ничем не отличается. Говорят, что от него тошнит, короче. Если слишком долго играть в какие-то определенные там игры, где тебе приходится часто вот башкой вот так вот мотать. Потому что у тебя типа вестибулярка Что? не совсем адаптирована под это дело. Что? Итан, подойди ко мне. Мне нужно кое-что сказать. Мия? Что происходит? Без понятия. Ну, это понятно, какие-то флешбеки или что-то в этом роде. Вот опять же. Нет, ну... Если меня не пускают, то слава богу. Роза стала Evil Гаоси. другой. Я 5-ю не брал плойку. Итан, Жду проверсию. Но этого может не произойти. Сейчас слухи про обратную совместимость ходят с 1, 2, 3 и 4 на 5. Новый VR, говорят, учитывает тошноту. Угу. Ну это хорошо, если они насчет вестибулярки подумали. Это довольно-таки важные вещи. Потому что, ну, типа, получасовая сессия, либо ты 3 часа можешь играть. Это разные вещи. Типа, ну, и к тому же, блин, здоровье важнее. Если меня воротит от какого-нибудь гаджета, то я в следующий раз за него не захочу садиться. А тем более, если гаджет стоит там где-то 50-70 косарей, то вообще тогда не вижу смысла покупать. Я-то не брал плойку, жду про версию. Ну, она будет, мне кажется, но года через 2, через 3, не раньше. Потому что, ну, вообще в целом, они сейчас пытаются 4-ю до сих пор продолжить продавать. По-моему, я даже читал то, что они возобновили производство или наоборот что-то продолжили просто производство. Хотя это они планировали. Но, типа, так как проблема с полупроводниками, то, типа, сорян, чуваки. Ну, не знаю. Мне кажется, 5-я плойка сейчас вообще покупки смысла не имеет. Тут сейчас у нас Microsoft, я смотрю, рулят. Так что, по-моему, выгоднее карабоксы брать и ПК улучшать, нежели 5-я плойка. Там игр-то все равно пока нету, и мне кажется, уже и не будет. Sony сливает свои эксклюзивы, так что, по-моему, у них не очень светлое будущее, скажем так, как у 4-й части это было. Ну, я про 4-ю плойку. Обратная совместимость это хорошо, но если у тебя есть приличный комп, то 1-ю, 2-ю и 3-ю плойку ты можешь спокойно поиграть на Гаоси. эмуляторах. На VR в Ризике не тошнило. Но целиться головой было просто супер. 4-ку да, продолжают клепать. Блин, нужен и телек новый. Но дети важнее. Мелкомягкие не люблю от слова вообще. Ну, мелкомягкий это тот же самый Windows, так что это, ну, это типа взаимосвязано все.
VR в резике. А вот, кстати, ну да, это, наверное, новый опыт. Это, ну, считается, в принципе, новый опыт. Если ты целишься башкой, то это прикольно, как бы, как минимум должно быть. Так что, ну, поиграться, знаешь, вот так вот, побаловаться, почему бы нет? Я думаю, было бы прикольно вполне. Вот, а четверку продолжает доклепать, нужен телек новый. Ну, да, да. Такие вещи надо периодически обновлять, хотя бы раз в пятилетку, короче, я считаю. Потому что, ну, изображение, качество, вот это вот всякие там OLED-экраны там с новыми улучшенными штучками, это все выходит, это все обновляется. Производители стараются заинтересовать. Просто, блин, ну, вспомни, как мы в детстве там пользовались, я не знаю, какими-нибудь здоровенными телевизорами, с лучевыми там этими кинескопами и все такое там. Один телек весил, я не знаю, как комод. А еще там эти всякие горизонты шестиканальные там тоже. Он весил, наверное, блин, как вся квартира твоя, не знаю. Эти важнее, согласен, согласен. Сначала дети, потом игрушки, как обычно. Приоритеты должны быть у всех. Хотя кто-то готов тратиться только на какие-то гаджеты, на детей. Все равно. Эрил Гаоси. Ой, не говори. Наверное, в Резик 7 бы поиграл в VR, но все равно предпочел бы проходить его в классическом, скажем так, стиле, просто пялясь в телевизор, в монитор, там, неважно, но... Мими. Лайген. Hello, Mimi. Вот, но предпочел бы вот именно пялиться в монитор, нежели с такой хренью на башке лобать. Ну, не знаю, просто, наверное, непривычка. Я думаю, может быть, привычка нужна подобные игры выходить, но их тоже, кстати, немного. Для VR игр совсем чуть-чуть, и прямо чтобы полноценных, это вот у нас, по-моему, Resident, какое-то дополнение к Until Dawn, и еще, по-моему, парочка. И все. Так в основном они типа как ближе к инди-проектам. VR, по идее, это, наверное, новая технология, она еще то ли была уже недопонята зрителями, то ли она еще просто, скажем так, не все прохавали этот прикол. По-моему, до VR-технологий нам еще, ну, лет 5-8, наверное, надо это все дело разжевывать, чтобы она стала популярным и, скажем так, пользовалась большим спросом. Я вот вижу только то, что люди продают VR-очки для компа, там, для плоек и так далее, но не вижу, чтобы кто-то хотел прям купить для постоянного пользования. Все привыкли к старому доброму телевизору, ну там, к монитору, клава мыши погнал. Этого достаточно людям. Наверное, так, наверное, так. Ладно, проехали. Поехали дальше. Должен помочь. Так, я должен помочь. Возможно. Возможно. Походу, я еще Брось плоховато розы выспался. меня. Брось их. Угу. Я не хочу быть одна. Быть того не может. Я тут перед утренней сменой почти сутки не спал. Ну, просто потому, что, блин, не спалось. Хотел уснуть, но не получалось. Вот, отработал утреннюю смену, пришел домой, вырубился. И вот только Эрил недавно Гаоси. встал. Мими. What do you think about situation in Kyrgyzstan? Нашел ты сейчас спросить. Как ты думаешь, что ребенок может думать о ситуации в Кыргызстане? Он спросит, что такое Кыргызстан. В первую очередь. Главное, чтобы он не спросил, что такое думать. Я так понимаю, мне нужно туда, куда свет, да, падает, подойти. Я с ума схожу? Естественно. Я вот все хочу что-нибудь на деревьях найти. Полезно. Я Беневиенто. 87-96. Типа 11 лет, короче, было, да? Эрил Гаоси. Сегодня отрубилось все электричество в стране. Коллеги сегодня без удаленки. Угу. А что это такое?
Сюда надо что-то пихнуть, отдать свои воспоминания, понятно. Фотокарточку надо. Ну, естественно. Прям во всей стране электричество. Это что-то новенькое, по-моему. Что происходит? Дверь открывается. Как будто первый раз видит. Ну, ладно, Кирилл пойдем. Гаоси. Там что минус, то с подстанциями, вроде. Угу. Странно, но должны быть на тот момент типа резервные подстанции, еще что-то такое. Ну, генераторы там. Что еще у нас может быть? Водяные какие-нибудь мельницы, там, водяные генераторы, да. Куча должно быть подобных вещей, как бы, хотя бы про запас. В резерв. Ну, чтобы тупо вся страна в потемках не сидела. Тем более, страна-то не маленькая. Приди за мной, Итан. А тут перевели как пойдем. Пойдем, Итан. Come with me. Пойдем со мной. Тут просто пойдем. Че, мы долго ехать-то? Кирилл Гаоси. Ну-то есть там по всей Азии трабл. В новостях вон пишут. А коллеги мои чилят. Я еще сегодня вообще ничего такого не открывал, поэтому на работе вечерком, наверное, полистаю, что-нибудь почитаю, как у нас ситуация в Кыргызстане. Надеюсь, у них все обойдется и все будет хорошо. Сюда не хватает этого, какого, Шерлока Холмса и профессора Мориарти, чтобы они наверху дрались. Как там, Бахенвальский водопад или как-то так. У меня, кстати, вот этот, как его, диалогия Гая Ричи вполне зашла по Шерлоку. Это было неплохо. Тут недавно еще на работе с Кэмбербэтчем пересматривал Шерлока. Тоже ничего. Хотя раньше детективы никакие вообще не смотрел. Не знаю, не заходило как-то. Угу. Сюда никак. А тут... Угу. Я могу это через решетку ударить? Не хочу даже патроны тратить. Сполезняк. Оставим для охотников за ачивками. Угу. Ну, я думаю, что он размером будет примерно такой же, как дом Димитреску. Может быть, даже поменьше. Я даже знаю, что первым можно открыть. А можно разбить? Стоять. Бронебойные у нас кувшинчики. Причем все. Я их могу порезать. Это странно. Открывается. По идее, сейчас никто не должен меня особо кошмарить. Поэтому можно на чили, на расслабоне походить. Повнимательнее посмотреть что-нибудь. Ну, прикольная кукла. Она тут забавно сделана, как бы. Мне она почему-то... Вот самые тут колоритные, я считаю, персонажи, вот именно эти, как его, боссы, скажем так, это у нас Димитреску, ну, потому что она, по-моему, чуть ли не лучше всех тут прописана по характеру. Кирилл Гаоси. Ты чё, босса? Надеюсь, этого пройдешь. Посмотрим. Так вот,
Тут Димитреску лучше всех прописано. Ну, потому что на нее основной упор делался. Чуть ли, этот, знаешь, не лицо рекламной кампании, короче говоря. Вот. И вот эта вот кукла тоже прикольно сделана. Ну, не знаю, просто она мне, ну, тупо импонирует, короче. Какая-то вот она... Что-то в ней есть прикольное. Но вот два остальных босса мне что-то не особо заходят. Ну, просто какой-то жирный гоблин и под Базилио. Такое себе, как бы. Эвил Гаоси. Да, только Димитреску слил почти в начале. Толку было ее так пиарить. Да, вот это как бы странно. Я тут это вот и не понял вообще. Почему они ее слили в самом начале. Могли бы до конца дотянуть, знаешь, хотя бы там сделать его, ну, ее предпоследним Эвил боссом. Гаоси. Самый лютый босс с ребенком в темноте. Лютый босс вот этот, который будет сейчас? Или который потом где-то будет попадаться? Я вот пока не торопясь, прямо все осматриваю. Мне вот интересно просто, как они тут что сделали. Ну, в смысле, как у нас разрабы постарались, скажем так. Ну, такое себе, кстати, для 21 года. Ну, я имею в виду по графоне. Ощущение, то, что они во что-то другое деньги и свои ресурсы Эвил вбахали. Гаоси. Если ты еще не видел, то должно зайти. Ждем. Особо не видел. По-моему, как-то смотрел давненько спидран по ней, но это особого внимания не придавал. Все равно прикольнее, конечно, когда сам проходишь, то уже более детально и внимательнее относишься к вещам, нежели если ты смотришь там на ютубе какой-то спидран, где чувак там за 30 секунд всю игру пробегает, и ничего не успеваешь рассмотреть. А тут, не торопясь. Я вот еще, кстати, игры не люблю на время, которые... Не знаю. Когда что-то время поджимает, и тебе нужно все вечно торопиться, мне это не очень нравится. Я вот, знаешь, любитель таких вот игр, типа, походить, поисследовать спокойно, поразмыслить Эвил Гаоси. над тщетностью Даже бытия. выпуск это на танке. А-ля казуал. Угу. Но мы все обязательно посмотрим и будем, так сказать, оценивать. Давать оценку, скажем так, от 1 до 5. Я считаю, что... Кстати, морда знакомая. Где-то эту актрису видел, которые и так их срисовали. Так, скажем так, будем оценку давать от 1 до 5. Короче говоря, Димитреску я отдаю твердую 4. Потому что балл будем снижать Димитреску балл за то, что ее быстро слили, не Эвил успев Гаоси. раскрыть. Короче, эта часть тупо шутан. Головоломок мало. Сильно отошли от серии, даже 7-я лучше была. Странно, что эта игра года. Ну, я говорю то, что выбирать особо было нечего, поэтому это, скорее всего, и казалось игрой года. А шутан и мало головоломок, в принципе, в 7-й части уже было мало головоломок. Их практически я там не нашел. Я думаю, знаешь что, типа, они уже такого мнения, то что если ты хочешь поиграть в головоломку, бери, блядь, и устанавливай себе головоломку. Нехер, типа, Резиденты Эвилы наши портить вашими головоломками. Типа, эта игра уже давным-давно стала шутером, и париться мы больше не будем. Они будут эти, типа, головоломки, так чисто, знаешь, потому что надо чем-то игровой процесс занять. Все время бач-бач-бач с пистолета, ну, как бы не получится. Ты быстро заскучаешь. Поэтому у нас и вид от первого лица. Эвил Гаоси. Мы с женой в так и то в запой рубились 3 часа дня. Крутая игруха. Ну, мы тоже, кстати, рубились, но потом что-то подзабросили, наоборот. Ну да, мне она тоже понравилась, потому что там очень много игровых разных механик. Ты прям лобаешь, как будто, знаешь, там, хлоп, играешь в одну игру, потом проходит минут 20-30, и ты уже играешь совершенно в другую. Персонажи те же, и сюжет тот же, а как будто игра совершенно новая.
Ну, по крайней мере, хотя бы хоть как-то видоизмененная. Вот прикольно. И плюс еще боссы там прикольные, тоже они мне понравились. Там каждому тактику нужно подбирать. Что, в принципе, в 7-й части Резидента тоже есть. Это, ну, это молодцы, конечно. Этим они нормас поступили. Но боссы в 7-й части, ну, лайтовые вообще. Ты не должен с ними особо париться. Я думаю, здесь то же самое. Типа, боссы тут для галочки. В основном, типа, ты должен просто вот ходить, знаешь, и ну, изучать историю, которую тебе расскажут там, ну, не знаю, в течение там, сколько тут, 7-я часть у нас 8-9 часов идет. Тут, я так понимаю, она часов, по-моему, 30 идет. Если, может быть, меньше, конечно. Вот. И тебе, короче говоря, должны рассказать историю. Точнее, уже продолжить. Ты уже играл в 7-ю часть априори. Тут поэтому у тебя в самом начале игры есть возможность... Щиток. У тебя есть в самом начале игры есть возможность посмотреть, что уже было в 7-й части. Заперто. Ага. Значит, для щитка, короче, у нас должен быть какой-то определенный ключ. Пока вот... сколько? Третий стрим за 9 часов я не нашел ни одной загадки в этой игре. Потому что, ну, знаешь, рандомные ребусы, это не считается загадкой. Загадку ты должен, я не знаю, как Шерлок, короче, сидеть и разгадывать минут 20 хотя бы. А когда ты просто рандомно потыкал на рычажки и все заработало, я не считаю, что это загадка. Поэтому и охота сыграть в Tormented Souls, потому что она богата на загадки и поддерживает, скажем так, старые каноны резидентов. Тут, скорее всего, разрабы, знаешь, делали упор на эффекты. У нас эффектная, колоритная Леди Димитреску. У нас графен, у нас куклы. У нас что угодно, короче, только не старый резидент. Старый добрый, я имею в виду, который... С чего началась у нас серия игр в целом. Так. Ну давай, берем. Катсцена пошла. Я так долго ждала тебя. И я тоже. Я буду более послушной дочкой, чем Роза. Угу. Останься со мной, пожалуйста. Угу. Навеки. Что? Стоп, где мое оружие? Скрысили. Я так понимаю, все дело в кукловоде, а не в кукле. Точнее, нет, наоборот. Дело все в кукле, а не в кукловоде. У нас самый цинус в куклу запаян. Ага. Ну вот тут, скорее всего, загадочки как раз наберут свои обороты. Возможно, я надеюсь. Опять же, шестизначное число, которое я узнаю чуть позже. И что? Ну и что, я поводил пальцем. Эвил Гаоси. А вот и тот самый босс. Отлично. Так, я что-то пальцем поводил, и вот... Угу. Ключик. Та-дам! Дальше давай изучать. Как толкается. Представляешь, она такая бойкая, с ума сойти. Я так понимаю, это отсылка на мою жену, по-моему, да? На рождение Розы.
Так, ну руку я чекрыжил. И чё еще? Я с этим что-то могу сделать явно. Но он просто пялит почему-то. Все, это единственный момент, что я могу изучить. Ага. 3-4 участка примерно. Давай, повнимательнее. Явно нет. Бинты слишком прочные, их надо чем-то разрезать. Ну, понятно. Стандартные ножницы, естественно. Причем он не может ножом, ничем. Он не может разорвать их. Ну, каноном это, конечно, не назвать. Так. И все, да? Давай вот так мы сделаем. Про. Кстати, во рту по-любому тоже что-то должно быть. Да. Канонично. Во рту что-то лежит, но без инструмента предмет не достать. Ну, ожидаемо, кстати. Как так-то? Убитая жена. Понятно. Кошмарят. Это что, кукла? Мия? Так, ну и все, по идее, да? Сейчас нам нужно найти, короче говоря, предметы. Давай мы ключик сюда бахнем сразу. Откроем дверь. Надеюсь, катсцена не залобает. Теперь открыто. Но, прежде чем туда идти, мне нужно вот это исследовать. Проход. Проход задний. Так. Ну и в итоге в финале мы должны набрать, короче говоря, код и потом биться с боссом. Так, повнимательнее, короче говоря. Квест — это дело хорошее, но я не думаю, что... Ага. Это надо из руки достать, я так понимаю. И потом еще одним символом вставить сюда. Ну и покрутить, наверное. 3 символа совпали, дальше прошел. Вот я не знаю, можно ли прям руку схватить, как-то это дело достать. Или там магнитным. Да нет. Он просто на нее пялит и все, ничего делать не хочет. Ладно, пойдем. Тебе сейчас объяснят. Разжуют по полочкам. Это не такой, знаешь, как бы жесткий квест. Кстати, вода может быть неспроста. Это не такой жесткий квест, как раньше был. Что ты можешь часами просто гулять по особняку какому-нибудь и не знать, что делать. Странно, я не могу с этими коробочками взаимодействовать. Раньше их можно было типа покрутить в руках, там. Я такие вроде уже находил тут. Ну и в 7-й части такие были. Угу. Ну, часть предметов тут явно неспроста. Куча микроскопов. Я в детстве хотел себе микроскоп. Сейчас уже, в принципе, похер, но я бы не отказался. Микробов, так сказать, посмотреть. Заперто с другой стороны. Это тупиковая комната. Нельзя это использовать. Ага. То есть, короче, это одноразовая у нас штуковина. Ты один раз включил воду, и она пашет, пока ты не закончишь ею пользоваться. Дверь прошла сквозь меня. Угу. Ни предметов, ничего, чтобы тебя даже пистолеты, короче, не отвлекали. А пушки твои всяческие, всевозможные, тебе вот... У тебя ничего не... Ну, тебе ничего не оставили, у тебя есть только вот определенный набор, то есть у тебя есть сраный пока ключ. И все, и думай как хочешь. Резко игра из шутана превратилась в квест.
кстати сказать. Но в 7 части тоже была подобная механика. Когда там шарики, тортики, знаешь, вот это вот, что там со свечкой ходишь. Так-то задание вроде плевое, но с этим можно посидеть. Если вовремя на какие-то вещи не обратить внимания. Вот. Почему-то нога вот сейчас начала гореть. До этого она почему-то не работала. Ладно. Круть верть, делить ногу, да. Конечно. Там мы ее разберем. Еще один ключик. Заводной. Ключик заводной. В жопу его вставь. Покрути немного. Может будет счастье. А тут. Куда-то этот ключик надо пришпандорить. Куклу может быть какую. Предметов у нас, по-моему, взаимодействий 1 или 2 вообще. Заперто. Ну да, и естественно, заводным ключом как бы дверь не откроешь. Заводным ключом надо заводить какие-то вещи. Серебряный и заводной. Из ноги куклы. Выглядит знакомо. Давай изучим. Повращаем. Угу. Надо с таким символом что-то искать. Не факт, что он вообще прямо сейчас пригодится. Коробка до сих пор не активна. Так, ну тут два варианта. Либо в куклы что-то мутить. Даже явно нас ничего не пускает. Стой. Вот если присесть. Если помнишь, у нас на трудах вот такие тиски были с каждого с боков парты. По дереву, когда у нас были труды. Такая же была история. Снять кольцо, да. Угу. Подожди. Кольцом. Этой пипкой. Как можно ее нажать? Как-то же она нажимается, правильно? Короче, я недостаточно еще куклу изучил, походу. Угу. Работает. Внутри кольца. Тоже ничего. Кольцо, чтобы повыливать. Так, давай еще куклу осматривать. По идее, она должна вообще типа вся разбираться. Вот с рукой как-то можно еще взаимодействовать? Почему не работает? А, кстати, двери какие-то хлопнули. Открыть рот, закрыть рот. Ну, так, чисто в порядке бреда. Да. Класс. С головой можно что-то сделать? У нее башка пробита. С этим почему-то вообще ничего нельзя сделать. Ну-ка, сейчас попробую на действие нажать. Нет, никак, ничего. Вот хлопают с той стороны. Если... Подожди, стой.
Кольцо. Покрытое кровью. Мы его отмываем. Не зря же у нас водичка-то бежит. И получаем обручальное кольцо. Вода закрылась. Давай-ка мы его изучим. По идее, какое-то взаимодействие должно появиться с ним. 05, 29, 11. Квест продолжается, как говорится, да? Show must go on. 05, 29, 11. 05. 29, 11. По идее, тут еще цепочка квестов не должна на этом закончиться. Много интересных предметов мне раздали. Да ладно. Типа а-ля скример какой-то. Ну ладно, мы пока зайдем, давай, да, комнатка вроде небольшая, мы изучим просто, что тут есть, найти нам явно не сюда. Ну тут может быть что-то полезное. Я все патроны ищу, но тут надо искать конкретно в этой части игры надо искать квестовые предметы. Полезные для меня. Откуда Так, вот сюда мы вставляем заводной ключ. Угу. Выбрать, поменять, запустить. Угу. Надо по царапинам складывать эти какого. Да. Правда, я вот с этим, по-моему, не уверен. Ну, давай попробуем поменять его так. Нет. Вот с этим, это с этим поменяем. Да. И все, вся загадка, серьезно? Да. Не густо, ребята, вот честно. Забавно, конечно, но не густо. Память о жизни Сытаном, но эта музыкальная шкатулка уже не играет. Тут все просто все кишит прям флешбэками. А помнишь, как мы с Итаном? Пытается мне внушить ту идею, то что... Мне не пройти, серьезно? Мне из-за двери не пройти. Пытается внушить ту фигню, то что... Типа... Меня Мия тут кошмарит, а не какая-нибудь кукла. Так, серебряный ключ, пинцет, обручальное кольцо. Давай посмотрим, что мы можем сделать. А, все, закрыто, да? Не работает, нет электричества. Логично, логично. Кольцо мы сюда никак. Сюда нужно, короче, снимки повесить. Просмотреть здесь пленку. Когда что-то откроется. Все, взаимодействий больше здесь никаких. Не вижу смысла сюда больше возвращаться. Давай, короче, назад. Пинцетом мы достаем пленку, наверное, да? По-моему, там пленка была. Да. Я даже не заметил этот скример. Я глаз чесал. Так, давай. Открываем ей пасть. Ну, быстрее. Пинцет. Вот. Новенький катсцен. О, боже. Нет, я не скажу Итану. Только нет. Угу. Жуть какая. Жути жуткие, кошмары.
Так, что, пленку, наверное, да? Может, обручальное кольцо, хотя подожди. Может быть, на палец сюда переодеть обручальное кольцо получится? Нет, вот это странно. Я вообще никак не могу с этой штукой взаимодействовать. Отойти я могу с ней на сторону, куда-то в сторону уйти? Нет. Любая клавиша он сразу же кладет просто. Ладно. Угу. Кремирок блатной. 3 семерочки. Я куда иду? Антонина Беспалова. Ворь. Да. Спасибо, Антонила Беспалова, за набор букв. Очень признателен. Это прям откровение для меня. Так, давай. Пленка. Угу. Я так понял, то, что нужно покадрово. Сначала мы 4. Потом так. Стой. Получается ли у нас фильм? Нет. Да, сначала свадьба, по-моему. По логике-то вещей, да? Потом. Вот так. Но рассказ должен с этого, по идее, начинаться. Типа, книга открывается, начинается, запускается рассказ. Сначала типа свадьба. Может быть, конечно, вот так. Потом типа ребенок. Игрушка. Нет. Ну вроде как первое, оно и должно быть первое. Причем, наверное, в другой последовательности оно не запустится. Сбросить я могу последовательность? Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для вас на этом свете — подарок на свадьбу от бабушки, доказательство вечной любви Итана ко мне. Лучший друг Розы во всем мире. Понятно. Это у нас получается лучший друг. Сюда. Потом. Ей очень нравится эта сказка. Блин, тут просто даже подсказка последовательности прям рядышком лежит. Самое важное для нас в том свете — это ребенок. Он уже есть. Подарок на свадьбу от бабушки. Ну и кольцо, короче, да? Так. Всё. То есть тут даже подсказка просто рядом валяется. Ну совсем для ленивых квест, конечно. Колодец, который имеет какие-то ступеньки. Люлька качается. Ясно. Ну это подвал. Криповенький такой. Но не так, чтобы очень. Угу. И проход открывается. Ну, ожидаемо, на самом деле. Вот на этих вот стеллажах. Нет, ничего нельзя взять. Ножнички. Этим мы разрежем грудь нашей подопечной. Ну и здесь сначала тоже резанем чуть-чуть. Все, ножницы при мне. Надеюсь. Они же не могут быть одноразовые. Ну и все. Значит, пригибаясь, идем сюда. И выходим. Где-то в начале коридора, что ли? Не знаю.
Давай. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Ну, я отойду, он зазвонит. Странно, почему-то вот что в 7-й у них прикол такой был, что в 8-й они поддерживают эту фишку, поднять трубку и услышать гудки короткие. Все. Ну, это очевидная уже фигня, как бы, на самом деле. Я же сказал, что он зазвонит, как только я отойду. Не- Прошу, послушай, я не хотела скрывать это. Мия? Я не хотела терять тебя, разрушать нашу семью. Мия, о чем ты говоришь? Я так люблю вас обоих. Но мне пришлось. Ну, как обычно, вот. Какие-то обрывки фраз, которые больше выдают вопросов, наверное, чем ответ. Это уже было в 7-й. Спасибо. Спасибо за копипаст. Да, я выхожу, короче, с этой двери. Ножницы, обручальное кольцо. Ну, тут ребенка надо, младенца вставить, чтобы дальше пройти. Все, тогда топаем к кукле. Разрезаем ей грудак. Вытаскиваем, по-моему, младенца. Ну, логичнее предположить, что младенца вытаскиваем. Что-то упало? Рука упала. Это можно поднять? Ну и ладно. Больше ничего не сварилось, это я что-то как-то слабовато заметил. Интересно, после 12 эти куклы собираются в одну мега-куклу? Ну, как типа, как в Зорга. Давай изучить. Режем, ножницы. Окей. Сейчас крутим ей сиську. А там... кстати, я думал то, что я вытащу этот. Я вытащу младенца для двери. Это... Мия. Да ладно, не ори. Наивно предполагать, конечно, то, что там и Роза, и Ирина Мия. Покровская. Вот. Да. Спасибо, Ирина Покровская, за набор букв. Ножницы, кстати, при мне остались. Давай, медальон. Макс Ланг. Не реви. Говорю, кому говорю, говори. Говори, Макс, не реви. это ты ревешь или я реву? Я говорю, не реви. Угу. Закрытые глаза, открытые. Макс Ланг. Привет. Привет, Макс. Знать бы последовательность этих ребят. Но у тёлки в глазу было вот такое. А это вообще никак не сдвинуть, да? Только я две имею возможности крутить. Так, ну у тёлки в глазу была ворона. Ну давай проверим. Ворона, которая с поднятыми крыльями. В руке там было 3 закрытых глаза. Давай убедимся насчет вороны. Но с глазами я помню. Да, все. Все понятно. Вот и вся любовь, вся загадка. Блин, ну тут правда очень простенькие загадки, как будто, знаешь, для галочки чисто. Кажется, я в 7-й части побольше немножко над чем-то подумал, чем 2 минуты. Да какой 2 минуты нахуй? Они просто на ходу решаются.
А тут люлька была. Узнаю место. Она до сих пор качается. Ходят слухи, то, что она качается уже 10 тысяч лет. Макс Ланг, ты бы спам-ботов забанил на всякий. А пусть себе пишут. Как-нибудь задолбает, забанит. Они, может, как-то меня развлекают, откуда ты знаешь. Пишут мне вот наборы букв всяких. Угу. Ключи для щитка. Но чем-то это дело очень пахнет звонком. Колодец, обрывки тел, шумы, темнота, дети вот подъехали. Ай, блин, когда люди начнут чем-то новым пугать, хотя бы пытаться? Ребят, мне кто-нибудь ответит на этот вопрос? Макс Ланг, через этих ботов сейчас вроде вирус распространяет. Вон и Ворго. Так видишь, все время эти боты-то новые заходят. Забанить-то забанил. Блин, ну... Макс Ланг. Да, обычно казино заходит, предлагает крутить барабан. Ну, не знаю, мне он, видишь, заходят всякие наборы букв, отправляют и все. Все же видели или играли, если повезло, в ПТ. Ничего не напоминает? Ребенок плачет из белой комнаты. Ну, комната с белыми стенками. Ты заходишь в комнату с красными стенками. Радио. Кровь. Тишина. Внезапно работает радио. Все наладится, все наладится, все наладится, Пуповина. все наладится, все наладится, все наладится, все наладится. Мне вот реально интересно, когда-нибудь люди придумают другие инструменты хотя бы для пугания. Вот, допустим, Team Silent молодцы тем, то, что они сделали как бы атмосферу, звук подобрали, туман забацали. Ну, сейчас будет какая-нибудь ебака. Туман забацали, как-то лор преподнесли так, чтобы было жутковато в это играть. Начальные резиденты пугали тем, то, что у тебя нехватка патронов и так далее. Просто идут десятилетия. Десятилетия идут, и люди по-прежнему пугают одним и тем же. Вот. Всем понравился этот, как его? Всем понравился вот этот трейлер демо ПТ. Теперь все начинают под это, что ли, косить. Ну, блин, это так по-плагиатски. Тупо. Просто беда. Давай сохраним. Хрен он знает, как этот ребенок действует. Но его надо обойти. Давай мы его сейчас сюда выманим и обойдем. Вот и вся любовь. На манду большую у него рот похож. Не страшно, вот вообще никак. Мерзко, может быть, но не страшно. Они мерзость со страхом перепутали, вот честно. Ну, естественно, мне сюда.
Где это дерьмо? Все, едем наверх. Надо подождать. Ну давай подождем. Не работает, нет электричества. А, надо дернуть. Ага, вот куда ребенок. Это уже мы потом, да? Сюда надо что-то поставить. Понятно. Только единственное, что в ПТ у нас ребенок в раковине валялся, мелкий зародыш. Тут ребенок побольше. Спасибо. Спасибо за увеличенную картинку. Зажимаешь Alt и крутишь, короче, колесико. Та-да! Скример готов. Но это не скример даже. Скримеры редко выпрыгивают. Тут какая-то херня. Так, отсюда, по-моему, да, я шел. По идее, вот здесь должно быть что-то потом. Может быть нет. Чисто декорация. Да, мы сейчас бабенцию поставим. Детенка. Барельеф. Давай. Кстати, если задуматься, и по идее те же самые квесты тоже по идее никак не изменились. Тебе нужен просто какой-то ключ, тебе нужно что-то куда-то вставить, тебе нужно что-то как-то повернуть, чтобы вместе это заработало. Принцип механизма даже одинаковый. То есть, если ты играл куча квестов, то они становятся как один практически все. И еще нам до сих пор, уже сколько лет подряд, десятилетий подряд, прошу прощения, пытается лор подать через записки. По-моему, это уже неуважение, может быть, я не знаю. Либо лень. Обычная. Кстати, хохряцкий, да, если я не ошибаюсь, сарафанчик висит. Это хранитель, который мы вырвем, и у нас погаснет свет. Мы здесь спрячемся от кого-нибудь и потом проберемся, чтобы вставить его в электрощиток. О, боже, какая банальщина. Я просто, я не бомблю, я скучаю. Пытаюсь себя хоть как-то развлечь. Давай, забираем это дерьмо. Да. Я думал, у меня даже фонарик не заработает или выключится. Ждем. Что, только звуками? Да ладно. Да давайте вы что-нибудь это какого. Повесомить. Хочу физику объектов. Что-нибудь нужно объективное. Вот, малой. Мы его обойдем как? С помощью только кровати. Ты идешь? Я уже дождался. Ребенок долго ползет. Придется подождать. Сорянчик. Та-дам. А ножки у него как у кузнечика. Как говорится, ищешь, найдешь. Блин, я не успел. Черт. Я не вовремя вылез. Надо было еще немножко подождать. Изменить, говорит, сложность. Но куда еще-то проще.
Угу. То есть меня откинули как раз на тот момент, где у меня свет выключился. Окей. Было бы прикольно, если бы у меня это если бы у меня сохранилось с того момента, как я сижу под кроватью, и ребенок проползает. Да. Максло. Не по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Да, именно так. Вот видит, ну когда в стопку бахнул, вот видит, говорит, улыбку на лице. Это еще хуево пошло. Я не совсем понял, в какой момент мне надо выбираться из кровати. Может быть, когда он совсем вот сюда проползет, с правой стороны. Давай подождем. Кажется так. Думаю, не должен скрипт опять тупую сработать. Вот сколько не играл в подобные игры, там где за тобой сталкеры носятся, по-моему, самый такой кровожадный сталкер, это у нас Чужой был, Вален Isolation. Особенно когда сложность выкручивает побольше, чтобы он прям бешеный был. Носа не давал высунуть. Тогда да. Тогда сложность. А так-то что? Прятался, подождал, дальше прополз, все дела. Такое себе. Хотя, знаешь, может быть, детям это и страшно. Либо очень впечатлительным людям. У меня есть таких пару друзей, которые просто от каждого скримера ссут. Ну, естественно, он должен меня догнать. Я забирать в последнюю очередь в лифт. Из последних, как говорится, сил. Да. Главное, он подождал, пока у меня двери закроются, потом только ползти продолжил за мной. А Итан запыхался, как будто бежал 20 тысяч километров. Спасибо. Развлекли, так сказать. Так, кстати, что у меня там есть-то по инвентарю? Ключ, кольцо, ножницы. Окей. Что смешного? Ну, не смешно, правда. Это называется творческая импотенция. Это не смешно. Это лечить надо. По-моему, кукол поддобавилось, нет? Мне кажется. А зрение мне специально размылили, да? И футболка на мне постирается от мыла. Не уходи. Я не пущу. Ты еще Ну, вот кукла прикольная. найти меня скорее. А то мои друзья тебя Сразу третий Silent Hill вспоминается. Тик-так. На кону твоя жизнь. Ну, твоя жизнь. Попробуй найти Эвил меня. Гаусси. Я пропустил? Да ничего. Ты пропустил немножко скучных квестов. И я вот добрался до босса. Эвил Гаусси. Ребенок понравился. Ну такое. Ну это не сталкер. Ну как бы вообще несерьезно как-то. Сделан в духе ПТ. Мне довелось в ПТ Эвил поиграть. Гаусси. Вот этот момент с куклами похож под VR. Да ну ты чё, Серёг, ну правда. VR это когда тебе конкретно в рыло что-то летит. Когда тебя какой-нибудь дед хватает, допустим, хотя бы из 7-й части. Когда он тебя пинает в лицо, там, я не знаю, там ты падаешь. Это как-то под VR. А то, что куклы трясутся, стоят, ну не знаю. Эвил Гаусси. Ну они перед экраном ща летать будут. Ну, они уже нападали как бы на меня, типа. Ну, уже один раз. У них, естественно, у них лапки, как у пауков, потому что у некоторых арахнофобия.
лапки у некоторых как у пауков повырастали и так далее. Давайте, наверное, перекур. Сейчас я подойду, потому что мы сейчас, наверное, будем с боссом биться. Может быть, даже не с первого раза получится. Я подойду. Эвил Гаоси. Просто если не VR, то это не тебе из него. Ку-ку. Хотел, кстати, спросить, удавалось ли вам поиграть в ПТ? Наверное, куда я не пойду, меня сейчас будут лезвиями тыкать. Наверное. А нет. Я думаю, на второй этаж, что ли, сгонять. Эвил Гаоси. Я в ПТ играл. Все еще на Соньке лежит. Прохождение смотрел. Угу. Ну вот с младенцем вот этот участок прямо выдран процентов на 80 из ПТ. Светлая комната, темная комната, темнота, ползет малой на тебя, ребенок плачет, коляска сломана. Ну да, тут ничего такого и нет.
Я так понимаю, чем дольше задерживаешься, тем больше вариантов получить подачу. Стюр, как говорится, в своем репертуаре. А мне надо на лифте ехать. Короче, чем быстрее пробегаю, тем лучше. Ну давай лифт дернем. А ну слушай, они больше не нападают. Только сценарист минус. Продюсер Ризика минус. Никодзима Гелий. Только сценарист, продюсер Резика. Не Кодзима. Ну, взяли у Кодзимы. Так как это было жутковато, как другим показалось, по крайней мере. Поэтому взяли с Резидентова, с ПТ этот момент. Меня по кругу гоняет что-то. Я так и не понимаю, что надо сделать. Ну, трясутся они, ну и чё? Тебе среди этого гумна надо найти конкретную куклу и рубануть ее. А чем рубить-то? Ничего нету. Я вот только защищаться могу и все. Да, такое себе. Среди этих кукол надо найти определенную и чем-то рубануть. А чем рубать-то? Текущие цели. Эвил Гаоси. Ищи латексную. Может, на втором этаже. Не помню. Далее катсцена, наверное, обратный слеж. Короче, нужно прям посмотреть на эту куклу, чтобы все заработал. Вот катсцена какая-то пошла. Не уходи. Я не пущу. Ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мои друзья тебя убьют. Ну вот. Тик-так. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. А на второй этаж сказанул, это видно. И все? Зря Роза родилась. Без нее было бы лучше. Серьезно? Надо трижды, да, я так понимаю, ее найти. Не вопрос. Ножницы при мне? Да. Трижды найти куклу, урезать ей в голову ножницы. Все дела. Кровавые следы появились. Ищем по следам ее. Я думал, это хоть как-то будет поинтереснее, что ли. Прикольно, конечно, но я ждал большего, честно. Эвил Гаоси. Прям квест в офисе при подписании документов. Что вы думаете о политике в Кыргызстане? Ты с Розой так же. Ну, естественно. Крови больше, изображение хуже. Да. Слили, короче, и этого босса тоже, я считаю. Вообще на изи просто. Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками?
Эвил Гаоси. Симпатично. Странно, что это и весь мать его босс. Даже курицу не показали, которая куклы рулила. Ну да. Вообще босса как... Они этого босса даже хуже, чем Димитреску слили вообще. Серьезно, я ожидал большего. Ну ладно. Это все? Просто трижды надо куклу найти и сандолить ей ножницы по скрипту. Я все исправлю. Ну и сейчас у меня ключ с зародышем добавится. Угу. Надо Колба. выбраться отсюда. Колба с дочкой. Вращать, да. Так вот изучим. Все. Значит, вот кто за этим стоит. Значит, вот оно что. Их уже 2. Ощущение, как будто он там что-то понял вообще. Подожди, что-то еще можно забрать. Энджи. Не знаю, может быть, конечно, это можно продать будет. Эвил Гаоси. И это еще не весь пипец. А вот в VR это было бы эффектней. Кукла в роже и так далее, плюс объемный звук. Ух. Может быть, конечно. В VR это что-то как-то было бы поинтереснее смотрелось, но... Ну, не знаю. Просто, ну, блин, когда у тебя есть какая-то локация прописанная и так далее, как бы, то ты хотя бы должен хоть какое-то, мне кажется, усилие предпринимать, чтобы завалить босса. Он хоть как-то должен иметь сложность. Ну, типа, сложнее мобов. Обычных, которых ты там на протяжении всей этой локации убивал. А тут просто, ну, ты такой чик, решил головоломки, которые пробегаются просто. Ну, точнее, ну, над этими головоломками ты не думаешь ничего. Ну, ровно, ну, минуту. Даже подсказки рядом находятся. Убиваешь босса просто тем, то что... Ну, ты убиваешь босса просто тем, то что ты его находишь. Ты его Эвил просто Гаоси. увидел. Босс имел сложность. Но ты имел его. Дело в том, что тут даже имел его неуместно. Он просто умер, потому что я его увидел. Так как? Вообще странно. Да. Впечатление не очень, конечно. Я думаю, эту игру запросто можно спидранить. И оружие все вернули. Офигеть. Просто обалдеть. Я могу сюда заходить? Понятно. Давай, заходи по одному. Угу. Новый дробовичок. Эвил Гаоси. Вот с этой центральной круглой могилой тоже есть миссия с мини-боссом. Но чуть позже, что минус, то принести. Не помню. Ладно, посмотрим. Да, это настолько все пока элементарно, что хочется взять нож, чтобы хоть как-то себе жизнь усложнить. Давай, наверное, пистолет. Хотя бы. Бач. Все легли. Ну и правильно. Да. К чему это было, я не знаю. По-моему, я Эвил немножко Гаоси. запутался. А ты на макс сложности играешь? Нет, обычно. Я обычную поставил, потому что, ну, сам понимаешь, у всех разработчиков... Квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. Доброго времени суток. Здорово, Ворфин. Я среднюю сложность поставил, потому что, ну, как бы, у всех же разрабов разное понятие сложности.
И неизвестно, как, в какой игре они ее выкрутят. Поэтому предпочитаю для начала ставить обычную сложность. Так, ну и все, да? Давай-ка мы это... я понял. Этот шарик, короче, мы будем крутить в очередном этом угаре. Шар с солнцем и луной. Правильно? Да. Я даже знаю, куда его потом применить. Ну, если найдется, конечно, такая штука. Так, подожди. Я бы хотел вернуться назад, короче, посмотреть, что к чему. Правильно ли я пошел? Короче, мы из этого дома выходим. Да, дорога тут одна. Надо вспомнить, с какой стороны я пришел. По идее, локация должна соединяться. Я вот не помню, отсюда я пришел или со второй стороны. Я думаю, если по правой стороне пойти, то... вот оно что. Короче, если ты сюда заходишь, то ты в любом случае оказываешься вот тут. Но шарашит тебе сюда. Короче, коридор галимый вообще. Понятно. Чё? Красота. Реагент. Хорошо. Где-то же мне не дали пройти, по-моему, направо. Я пошел сразу в другую сторону. Угу. Чуть-чуть запутался, но вроде сюда. Сложновато, короче, ходить, когда ты ходишь, блин, по одним и тем же коридорам. По одинаковым коридорам, мать. Чё? Вот это дело я не поднимал. Либо мне его просто надо заново крутить. Угу. Соединяем. Давай, наверное, накопим для этого, для дробаша. Что осталось-то? Маленько обломков собрать. Так, кукла. Мандолина, голова. Окей. Объединяем с туловкой. Все, теперь ее можно продать. Покрутим, конечно. Может, у нее там что-нибудь в очки какой-нибудь. Бумажонка спрятана. Но нет. Все, по идее, короче, кроме ожерелья, мне можно продать все. Угу. Тут мы шарик будем крутить. Погоди. Погоди. Ну, на самом деле, да, для этой игры прям надо, походу, сложность выкручивать побольше. Фото странной птицы. Ага. Где-то, типа, я такую же могу найти, и там, ну, может быть, в нее выстрелить, и тогда что-то сработает, ну, или какой-то получу мега предмет. Возможно. Что светится? За стенкой. Плюс скрипичного мастера. Угу. Ясно, понятно. Так, и отсюда я, получается... Ага, чуть-чуть. 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих. Подожди, Зоя Молчанова. Прямо тебя забаним. Вот. Матерь Миранда, еще ребенком, она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Сенджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. Госпожа Донна явно рада.
Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь, правда, дарует какие-то способности. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова. Может, от пыльцы? А потом я увидел усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом, попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Возможно, их прет насчет куклы конкретно от пыльцы. Ну, тут описывался этот босс, короче, которого мы сейчас так нелепо убили. Давай вот. Тут и сохраним. Давай, шарик. Так, ну допустим, катится он, катится. Тихо. Да. Стоять. Оп. Тихо. Да. Первый, кстати, сложнее был. Ониксовый череп. Хорошо. Я не против. Знаешь, я бы в эту игру, короче, добавил несколько уровней сложности. Ну, где-нибудь 5-6. Чтобы, типа, обычный, ну, легкий, допустим, обычный. Потом, типа, что-то между средним и тяжелым. Потом тяжелый и, типа, максимальная сложность, когда тебе реально надо выживать. Тупо у тебя есть нож, как бы, и много амбиций. Чтобы каждый мог под себя сложность выкрутить. Так, вот, мы через этот мост проходим. Сейчас попробуем двинуть направо. А вот тут можно. Тихо, там сзади кто-то. Да я забрал, да, кажется, реагент. Там у нас висит этот, как его. Ломки. Там у нас висит какая-то штука. Точнее, не какая-то, а вот клеточка. Опа. Подошел, не заметил. Ага, товарищи начинают сыпаться сверху прям. Это, видимо, те, кто у нас висел, но не подавал вида. Чё, клетка? Ну, давай. И музычка закончилась, значит, по идее, нападать должны перестать на меня. Нет? Серьезно? Ну ладно. Угу. Это мы в ожерелье вставим. Давай вот сюда пройдем. Большой кристалл. Мне кажется, или survival horror должен быть выживание. А не тиром обычно. Так, я понял, мы сюда просто падаем. Сейчас я попробую, короче, этих ребят, которые нападали, попробую их с ножа повалить. Думаю, будет интересно. Обломки никак. Тоже, да?
Так. Карта, нет. Блин. Вот, сокровище. Вот это вот. Нет, слушай. С этим ничего нельзя сделать. Ничего сочетаемого нет. Ну ладно. Я думал, этот вионит надо прям туда и запихать. Увы и ах. Да, вполне их можно завалить и ножом. Если только, конечно, он не, ну, один. Если будет их двое, то будет гораздо неудобнее и лучше пистолет достать. Вот, короче говоря, и вся локация второго босса. Давай сюда запихиваем мы колбу с ногами. Готов. Еще две. Стой, жирныч. Вам эта вещь знакома? Угу. Продаем. Кристалл. Да. Ваши деньги. Вионит. Энджи. Да. Мисс Энджи. Какая прелесть. Фарфоровые куклы очень популярный товар. Угу. Как тут много денег, кстати, дают, оказывается. Все. То, что У надо, я меня продал. есть новинки. Я не спорю. Так, 760 у него урон, а у этого 720. Так, давай пистолет для начала. Его никак. Пистолет позже, видимо, качнется. Стой. Если у него есть новинки, давай посмотрим, что он. Схема снайперские патроны. Ну, не знаю. Угасные снаряды вряд ли. Светошумовые нет. Угу. Короче, ничего такого прямо классного не продает. Давай мы возьмем. Хотя. Так, улучшенный приклад. Это для чего? Для ружья. Для пистолета. Ну давай. Давай, 12 тысяч. Устанавливаем модуль. Потом. Да. Ага. Угу. Прицел, я вот думаю, стоит покупать или нет? Либо бабла пока оставить. Качнуться, наверное, да? Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную... Ну вот, раз уж мы сюда приклад купили, тогда давай мы еще и сюда забацаем прокачку. Что? Все хорошо, я закончил. Плохо, что у нас предыдущие прокачки, получается, дробовика нивелируются сразу же. По идее, логичнее его продать тогда. 15 тысяч. Ну, давай. С удовольствием. Ну и все. Больше ничего не осталось. Но, если продать тот самый дробаш предыдущий, вот этот, продаем. Вам это больше не нужно? Ну да. Все это инвестиции, Итан. Ага. Темп стрельбы, перезарядка, боезапас. Ну, тут больше качать больше нечего. Ну, давай тогда так.
11. Вот это берем. Темп стрельбы. Да. А, тут на все хватает. С удовольствием. Все. Типа прокачиваем. Что там? 11 косарей осталось. Не обращайте внимания. Ну, конечно. Давай мы, короче, для дробаша берем. Я купил? Сколько хотите купить? А? 1 патрон косарь стоит? Наверное. Я не знаю. Мне непонятно. До новых встреч. Сейчас посмотрим. Да, 1 патрон 1000 стоит. Охренеть просто. Но мужичка тут цены кусаются. Ладно, хоть сумма не растет. Спасибо на этом. Так, что у нас есть? Лекарства нет. Вот, скрипичного мастера ключ. Крылатым эмбрионом, ключ с отметкой, Димитреску. Скрипичного мастера ключ. Давай посмотрим, куда его. Вот сюда. Как я дойду? Через 2 двери. Вот сюда. Правильно? А. Возможно, враги, конечно, будут. Блин, у меня, кстати, 8 патронов осталось. Потом, наверное, в тему надо будет дробашом пользоваться. Стоять, не то. Короче, по прямой, по улице. Да. Ой. Плохо ориентируюсь в городе. Совсем. Ё-моё. Чё, вот тут у нас скрипач этот живет? Нет. Давай зайдем. Может быть, что-то отмычкой можно открыть. Я уже открыл. Как бы до скрипача-то добраться? А кто бы сомневался? Но если сюда идти, то по идее тут за стенкой должен быть скрипач. Нет. Не здесь. Блин, любят они голову поморочить с этой картой. Что-то как-то вот... Да. Может, сегодня день такой неориентировочный. Так. Через крышу. Тут с крыши особо некуда прыгать. От слова совсем. Вообще не пройти. Ну-ка, по краешку. Нет. Через сарай. Вдруг повезет. Нет. Вот. Отсюда мы перебираемся вот сюда. И оказываемся во второй половине деревни. Ну, ё-моё. Так, вот здесь у нас получается... Так-то я, в принципе, все открыл. Пошли, короче, к маэстро. Дело. Он, по-моему, где-то тут. В этом доме. Я отсюда пришел, значит дальше. Заход у него, получается, должен быть вот тут. А. Маэстро, я дома.
Да. Что-то бедненько у нас маэстро живет. Ну, в принципе, как и свойственно всем музыкантам. И бабосика. Пустенько у них как-то. Прям как у нас в 90-е. 27.09, 27. А нет, 27.09.17. Угу. Запомнил. 27.09.17. Этот код вводить. Тоже 5 цифр. Заметил, что у меня на быстром доступе ничего нет. В районе дробовика. Троечка. Прям. Ок. Э, 27.09.17. Это можно прям использовать. Куда-то вставить вот в эту винтовку. Да, слушай. Я же засомневался, вдруг у нас еще какая-то винтовка есть. Я не забуду ее 5-й день рождения. Ну вот тебе вся эта подсказка. Ой. Как-то можно выбить же. Желтый кварц. Ну, такой вот, короче, бонусный, так сказать, заходик в дом. По-моему, где-то вот тут, да. Через крышу нет. К этому бы кладу пройти как-нибудь. Который вот тут. Ля-ля-ля-ля. Сюда не пустят. А надо вот тут оказаться. Старый город, Восток. Погоди. Тут. Как-то можно сюда пробраться по-любому. Прямо вот сейчас. Я, конечно, попробую на востоке оказаться. Прям заставляет, я смотрю, изучать заново. Все, отбегать. Запад. Ну, есть отмычка. Давай сюда зайдем. Пробуем отмычкой что-нибудь открыть. О, вот тут. Ну, ништяк. Не зря зашел. Отмечается теперь? Нет. Так.
Колодцы вроде я все скрыл. Да, наверное, короче, нет смысла больше куда-то еще идти. Только вот сюда, но вряд ли что-то будет полезное. Сюда бы как вот попасть? Наверное, это должен я с обратной стороны сюда подойти. Это вот с этого вот участка. Эвил Гаоси, беги вперед. Так вот, туда вперед. Хотелось бы вот сюда добраться. Ключ у меня типа есть, но мне сюда никак не подойти. Поэтому нужно, короче, в хаб идти, торговцу, и открывать это дело. Эвил Гаоси, в деревню еще потом попадешь. Да, я понимаю, что тут регулярно будешь чисто и... Ну, деревня это хаб. Хаб-локация, скажем так. И отсюда ты, короче, можешь попасть вообще, ну, во все локации, ко всем боссам и так далее. Просто знать бы в какой момент открываться это все будет. Ну, ладно. Пес бы с ним, потыкали, короче, к жирному. И сюда. Четыре дня не лобал, вот совсем забыл, где тут что находится. Как вы выйдете отсюда? По-моему, вот так. Да. Вроде как. Лабиринтами, конечно, это не назвать, но пустую можно тут побегать. Серьезно? И ребята правда респаунятся, что ли? Ну, вы даете. Кусю, что ты еще? Поймал меня, заловил чертовка. Нахрен ты оружие-то достал? Ты че, мужик? Вот нож. Да, блин, опять. Ой, активный молодой человек. Порох. А бабки я уже собрал, да? А вон второй там валялся. Могу что-то сделать? Не дают мне, короче, что-то в последнее время этого металлических обломков или что-то как-то там называется. Пойдем жирному, короче, сольем, что собрал. По-моему, что-то еще там есть. Эвил Гаоси, спортсмены, наверное. Они готовились, наверное, к троеборью. Но не совсем все получается, конечно, как они собирались сделать. Так, что-то у меня сегодня этот топографический кретинизм, походу. Бегаю бесцельно местами. Ну Мужик. что ж, смело Да. изучайте. Кошелек. Кварца бахнем. Помалу, а там, глядишь, будет много. О, Не обращайте внимания. ну, конечно. Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Давай.
Простите за ожидание. Вот Эвил ваша дочь. Гаусси. Толстый — это Тоха Лагвинов. 10%, 10 из 10. Невероятно, что это удалось приготовить в такой снежной глуши. Ну, естественно. Не останавливайтесь. Мгм. Ну, я хоть инвентарь почистил от этой херни. Все это инвестиции. Не сказал бы, что мне прям это необходимо. Припасы. Давай мы, короче говоря, возьмем припасов для пистолета. Потому что что-то их не очень-то много. Тридцаточку прям я и возьму. Вот на что вы глаз положили. Ну, хорошо, что не член. Толстому повезло. Так, и давай-ка, наверное, да, снайперку мы возьмем. Сможете Пойдет. выкашивать? Во. Так, по-моему, получше. Толпы тварей. Спасибо за Естественно. Так, давай, раз уж новая это, такое, Укусар. новая лока. Раз уж новая лока, значит новый этот, какого, новое сохранение. Сюда я шел, здесь делать нечего, а тут у нас кукла. Теперь идем к зародышу. Теперь у нас 4-й босс. Это... Вот игрок толстый, на гоблина похож. Вперед, ну спасибо. Теперь у нас, я так понимаю, уровень в основном будет завязан на воде, болотах каких-то заснеженных, что-то в этом роде. О как! Привет! Я тебя и ждал. Да ладно, ты не урчи. Бу-бу-бу. Бу-бу-бушечки. Я должен от него скрываться, как бы. А он настолько туп и жирный, то что не может туда пролезть. Теперь кого убили-то тут? А, лошадь. Нормально, у меня здоровье зеленое. Раны глубокие, мне недолго протянуть. Мне долго не протянуть. Я слышу звук его шагов снаружи. Он почти не дергался от моих выстрелов. Кажется, будто он играет со мной. Это не волк. Эвил я- Гаусси. Эти боссы здесь как минус. То более каноничные, что ли. Эти боссы здесь как-то более каноничные, что ли? Ну, может быть. Хреново. Но я не сдохну безропотно, как пес. Если дойду до старой водяной мельницы, то смогу его остановить, смогу уберечь тебя. Она так близко. Черт, замерзаю. Ноги отказывают. Прости меня, Луиза. Прости. Короче, мужик шел и задубел. Не канонично. Пока я типа добираюсь до Эвил мельницы... Гаусси. В этой локе в смысле. В этой локе каноничные боссы ты имеешь в виду? Ух, я знаю, пока вот этот... Это Вервульф не очень-то каноничный, по-моему, кажется. Я так понимаю, то, что мне нужно вовремя добраться до этой какого... До мельницы, кажись, чтобы он меня не замудохал. Правильно? Вот до той. Кто-то хрюкает. Всё, ну так чисто сюда загнали посмотреть. Ну ёпки. Пойдем потихонечку. Эвил Гаусси. Но они не так странно выглядят. Именно боссы, а не рядовые полубоссы. Как говорил Кузя, пойдем потихонечку. Мгм. Есть ли резон в него стрелять? Я вот что думаю. Эвил Гаусси. Оборотни на конях с копьями, так это вообще шиза.
Ну да. В принципе, знаешь, что мне это напоминает? Когда в фильме шестом, по-моему, «Резидент», там, где были эти, какого, оборотни в этих, не оборотни, а зомби были в буденовках. Это тоже труба уже все. Это уже творческая импотенция. Эвил Гаоси. Их там двое. Они выстрелами убиваются. Но можно пробежать. Давай попробуем, наверное, пробежать. Хочу патроны поэкономить. Это ж типа survival все-таки. Ага. Короче говоря, они как сталкеры. Понятно. Понятно. Ну, наконец-то мне дали ржавые обломки. Охренеть. Эвил Гаоси. Труба — это тот фильм под названием «Бобры и убийца». Я смотрел. Бобры-убийцы, там эти, как операция «Мертвый снег 2». Да куча трешака, который просто, абсурден вообще. На корню прям. Слушай, меня прям ведут по старым локам. Я же здесь был уже. Погоди. Стоит ли мне вообще сюда? Там какой-то петушачий какого. Петушиный уголок. Восток. Фигня. Не совсем понятно, куда меня прут просто. Давай вот так. По идее, я должен сейчас мостик вот этот пересечь и сюда добраться. Может быть, я попробую. Вот пидор. Я ограду сломал. Вот мы сейчас этим ключиком этого человечка забафаем. Пока у меня проходит анимация, он мне сделать ничего не сможет, и я сразу в дверь. Опа. Вот и все. Вот и вся любовь. Кстати, каноничный дали гранатомет. По-моему. У нас же во всех резиках, по-моему, был гранатомет. Да, и вот снаряды такие же давали. Ну точно. Семен Семенович. Мычка, где? Эй, вот тут. И тут я, открываю, с другой стороны, получается. Все, я понял, где я нахожусь. Да. Пожалуй, я пистолет возьму. Вот здесь, по-моему, колодец, который я открыл. Ну, я тут был, кажется, только с другой стороны. Хотя хуй. Ладно, не суть. Секретики любят вот тут поныкать. На скорость стрельбы, типа. Ну, тоже. Я оттуда пришел. Здесь у нас сталкер носится. Пошел в очко. Так, пока он меня клешнями своими ковыряет, у меня есть резон вот сюда пробежать. Вот тут, да. Давай тут позырим, что есть. В дома он не заходит, он жирный. Опа. Ты что тут потерял-то? Служивый. Ржавые обломки. Второй, по-моему, тут есть. Ну давай, иди. Давай. Неуклюжая манда. Ну, он быстрый.
Быстрый и мертвый. Смотрел такой фильм? Там еще юный этот снимается. Ди Каприо. Давай-ка мы сделаем себе патронов вот таких, кажется. Хотя нет. Блин, я не знаю, каких. Желательно бы. Ну так. И хилку одну. Нормально. Пистолет, конечно, это здорово. Но дробаш круче. Не совсем понятно, куда мне надо идти. Вот сюда, вдоль ручья, наверное, так. Блять. Ну, конечно. Ну, конечно, получится. Игорь Киевский. Привет. Привет, Игорь. Он вправо, да, куда-то удрал? Давай, ломанем вот так. Че все блестит? Понятно. Покрыто какой-то можно пробить. Было бы чем пробивать. Вот с этим что-то не очень понятно. Чем ее там пробивать? Мне бы схорониться. Какая-то слизь, ее можно, говорит, чем-то пробить. Ну, не с пистолетом же. А! Че, мне зря дали, что ли, это? Огнемет. Мы ее сожжем. Давай, быстро доступ, вместо винтовки мы поставим. На 4. Вот так. У меня типа один выстрел. Или два. Мы долбанем. Сейчас туда. Времени у меня на прицел не очень много. Да ладно, не то. Вот уроды, а. Что делать-то с этой слизью надо? Бля, хоть оборотня мочи, чтобы спокойно разобраться. Но я сейчас чувствую, на него просто все патроны солью тогда и все. Бля, я думал, гранатомет прокатит. Но нет. Чем-то можно эту слизь разбить. На чем, непонятно. То есть. Ну, нифига тут нет нормально. Подходящего. По заданию. Создание сюжетное. 3 ключа. Ну, это такое. Фото птицы. Тоже фигня. Стой. Подожди, может быть, ключик надо изучить? Да нет. Ничего такого у него нету. Игорь Киевский. Как дела? Игорь, дела отлично. Правда, вот сегодня в ночь на работу. Тут меня немножко эти оборотни кошмарят. А так ничего, все просто замечательно. Топ-чек. Как сейчас любят говорить.
Теперь они двое за мной бегают. Не совсем услышал по шагам. По-моему, я вот сюда ничего не заходил. Давай посмотрим, что тут есть. Да, я тут не был еще. Надо думать, что делать со слизью этой. Хотя котелок знакомый. Такое ощущение, то, что я тут был. А скорее всего был. В принципе, вся деревня я уже все обошел. У меня так карта начала вырисовываться заново. Так, судя по звуку, он с правой стороны. Главное его особо не бесить. И он спокойно даст пройти. Водохранилище. Так, это у нас идет путь к боссу. Ну, как эту жижу-то, блин, разрушить? Просто надо лупить по ней и все. Блин. Чё за дичь? То есть я просто взял и один взрывной патрон израсходовал просто так. Да, кто мог подумать, то, что тут надо просто ударить ножом. Ну вы, блин, даете. Ну, пошли. Как раз к мельнице. Угу. Дверь будет закрыта. Поползем по лестнице. Рюшка гуляет. То есть, серьезно, вот эта вот жижа не смогла разлететься с помощью выстрела из гранатомета, но разрушается спокойно от ножа. Это как вообще? Это странно, реально. Давай, хрюшек полупим. Да-да-да. Свинка, свинка, не молчи. Свинка, свинка, покричи. Летом все животные, насекомые, а также птички потные. Кряк убийца. Минус порося. Там, когда, по-моему, свинья начинает меня ударять, меня обездвиживает. Я ничего типа с ним сделать не могу. Все, у меня 4 мяса. Мясо. Жалко хрюшек. Но, увы. Это естественный отбор. Угу. Когда мы потом шарик загоним. Понял, принял. Все, нам тупо на мельницу. Пошли, коли не шутишь. Вот редкого животного. Я не думал, что свиньи у нас редкие животные. Ясно. Кто бы мог подумать. Посмотрим. Да, причем просто вот фотографии свиньи — это редкое животное. Градус абсурда, да, походу растет у нас. Подрастает, по крайней мере. Лифт, водохранилище.
Я думал, они тут, кстати, мелят какую-нибудь муку там или еще что-то. Но нет. Это работает просто потому, что должно что-то крутиться. Ну, механизм какой-то. Я немножко подрасслабился, с ножом тут бегать. Ну, конечно, дело хорошее, но не всегда. Угу. Я понял. Пойдем на лифт. Что у меня пистолет испачкался? Наверное, с свиной крови. Интересно, я когда пойду назад, меня эти, как его, оборотни будут кошмарить? Или они просто испарятся? Мне кажется, будут. Убить я их не убивал. Так. Угу. Здесь, наверное, маленький коридорчик, да? Там коридорчик-то побольше. Запят. Ну, это очевидно. И здесь у нас ключ с 6 крыльями. Такая дверь уже второй раз попадается. В доме с куклами, кстати, я вспомнил то, что не было карты совсем. Ну, типа, я ее не поднимал, но она у меня автоматически появилась. Показалось, кто-то по потолку ползет. Но нет. Ну, что-то блестит. Если выстрелить... Ну, прям как в 4 мы отстреливаем. Лома кристалла. Так. Так. Нет, это просто ценно. Это просто ценное. Я все надеюсь, как его, в ожерелье что-нибудь ставить и потом за большую сумму это продать. Я, возможно, что-то уже пропустил, так что собрать, наверное, это мега сокровище не получится. Хотя кто знает, может быть, ты это ожерелье соберешь только после прохождения всей игры в целом. Ну, типа на НГ+. Давай. Там. А, это так проходится? Я думал, это резать нам. Вот у нас 3-й босс. Горбун. Здорово, Горбун. Да ну, он сейчас тебя схватит. Ты серьезно? Он, походу, слепой еще и глухой. И что-то у него проблемы с желудком. Матерь Миранда, я готов на все ради тебя. Он меня заметил? Это я заберу. Стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше них Да мне всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешного? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь! Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт! Короче, понятно, очередной. Да.
очередной умственно отсталый дурачок. Уродец, точнее, умственно отсталый. Гадкий, хитрый воришка. Мгм. Я не отдам ее тебе. Даже не проси. Ну, если бы он был, типа, гениальным каким-нибудь уродом, разве он так бы разговаривал? Я сомневаюсь. Не уходи. Прям расчлененка лизунов каких-то. Не более того. Что дальше? Ну, какая-то жижа лупится, какая-то нет. Выборочно. Спаситесь, говорит, от Моро. А чё от него спасаться, если он не нападает? Ну, жижа. Ну и чего? Это должно быть мерзко хотя бы, я не знаю. На что они рассчитывают? Как же выбраться? Действительно. Все должно быть на поверхности. Типа очевидно. Я сюда загляну, но надо идти на свет. Вот, не зря ходил. Уже что-то. Можно сломать силы. Силой чего? Разум? Или кинезом, знаю. Понятно, что за сила. Стой, ну давай, короче, мы скрипт запустим. Запустим скрипт. А нет, смотри, вообще. Он просто дал выйти на улицу. Ну окей. Но тут надо сюжет найти. Давай спустимся вниз. Куда? Не знаю, может быть что-то подобрать. Не думаю, что тут прям будут большие лабиринты. Насколько я заметил, игра коридорная. Небольшими вкраплениями. Небольшими вкраплениями детских головоломок. Я вас слышу. Интересно, зачем я сюда иду? Выстрелю, упадет еще парочку, наверняка. Ну, давай. Вот и вся любовь. Эх, мать. Он тут ел, кстати. Рыбу ел. Блин, а я ему все испортил. Прости, мужик. Я не хотел. Мне бы вот тоже не понравилось. Сидишь ты, кушаешь рыбу. Какой-то чувак приходит, начинает в тебя стрелять. Я бы тоже напал. Я забрал? Не забрал. Ну и все, да? Тут чисто, короче говоря, у нас
Локация ради локации. А, я думал, эту кастрюльку пальнуть надо. Но нет. Все, да? Сейчас я вокруг дома обойду, чтобы убедиться, что все подобрано. Давай зайдем внутрь. Здорово, мужик. О, это вот для только дробаша. Он жирный. Их тут парочка. Ну как ты меня через текстуры-то ударил? Серьезно? Чувак упал и ударился, по-моему, от чего-то там. Ключ от лодки. Я пока лодки никакой не видел. Вау, это было больно. Слушай, ну эти ребята теперь куда проще валятся. Еще один какой-то есть. Такой же, наверное, да? Как-то он кричит со всех сторон. Здорово, мужик. Парочку, да. Ну давай. Как говорится, подходи по одному. Третий будет. Давай, не попал. Ну это обидно. Давай, давай. Бам. Готово. Баст, карапузики. Все, ваша карта бита. Реагент. Хорошо. По-моему, в доме все, да? Да, в доме все. Печалька. Столько народу отстрелил просто так. Можно было бы, наверное, пробежать. Не париться вообще. Но мне дали какой-то ключ от лодки. Но явно не от этой. Таким лодкам ключи не нужны. Как говорится, для настоящего рыбака нужна удочка только и вода. Вот такое было в стишке у нас в детском. Ну и все. Потыкали туда. Бульбы тут. Все, идем, короче говоря. Я не знаю, может быть, ключ от лодки пригодится нам вот тут. Вот прям тут. Вот прям тут, вот прям здесь. Надо же правильно отсюда как-то перемещаться. Уж очень тут много воды. Скорее всего, будет какой-нибудь мини-босс. Здорово, ребят. Давай, согрем. На крыше он мне не нужен. Как арбуз башка лопал. А арбузы. Я думаю, что вот здесь надо будет как-то на лодке перемещаться. Либо потом отсюда просто удирать. На судне, так сказать. Патроны для пистолета. Отлично, как раз заканчиваются. Надо попробовать скрафтить что-нибудь. Патронов для пистолета у меня немного. Да. Хилки. Нет, пока мы оставим хилки. Не пригодятся. И все, у меня... А вот она, лодка как раз. Я же говорю то, что она нужна.
Мы на лодке, наверное, вот сюда подплываем. Что-то берем. Возможно. А может быть пар. Вот так. Та-та-ра-та. А может ни хрена. Положи ключ от лодки в бутовку в шахте. Ганс номер. Ганс помер. Рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. Короче, как в 4-й части. Каноничная уже 4-я часть. За нами будет ехать здоровая рыба. У нас там Леон. Да. У нас там Леон гарпунами отбивался от нее. Тут гарпунов я пока не вижу. Если, конечно, они не сами собой не перематериализуются. Так, а как туда подплыть тогда? Предлагают они. Разводят, суки. В обход, может. Да, конечно, управление отличное тут. Да не, я тут не войду. Ну хрен бы с этим сундучком они. Может быть потом как-то доведется. По идее, если ты заходишь с одного прохода на локацию, то, как правило, ты делаешь круг и выходишь туда же. Так что, скорее всего, потом в конце уровня я смогу взять этот сундук. Вот эту хрень мне надо будет открыть. Возможно, через какую-нибудь энную головоломку. Что за хрень? Рыба большая, тебе же написали. Ты что, тупой? Я вот думаю, мне сюда или туда? Давай туда. Ну, сдается мне, тут будет не проплыть. Я погоди. Сундуку тут явно не пускает. Лодка прикольно переворачивается. Ну, поворачивается точнее. Да, меня сюда не пускает. Я же говорю, коридор. Все, наплавались? Ну вот. А я уже хотел кричать йо-хо-хо и бутылку рома. Прям очевидно так подсвечивают. Подожди. Подожди, сейчас мы сюда обязательно сходим, но... Вот. Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Груты. Сумасшедший ученый. Отвали от меня! Бежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Крис? Жаль, если что-то Редфилд? случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэп, Неважно, кто мы. Главное, какой у нас план. датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда. А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Определенно связан с плесенью. Не суйся в наши дела, Итан. Какие еще? Назад! Я заметил, что в этой штуке много глаз. Меня укусили? Или просто откинуло? Ирил Гаусси. А вот тут какой факап с озвучкой.
На оригинале чутка по-другому говорилось. Да. А я что-то даже... у меня не озвучивается английская версия. Ну ладно. В принципе, я думаю, смысл-то понять. Сука, отвали! Ты? Выход под водой. Тебе конец. На это нет времени. Ты Если я правильно понял, то Моро у нас этот уродец хорошо плавает. поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не Он мутирует. издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Все признаки отравления. Я Имитирует не он, чё? смогу его удержать. Боже. Мама. Почему? 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 Да почему? Все, поперло его. Итак, Эвил Гаусси. Алкоголь. алкоголин, думаешь? По-моему, он что-то съел и не свежее. Мне кажется, так. У нас тут тиранит какой-то палтус. Твердая почва. Ура. Все, палтус отстал. Печалька. Я думал, мы сейчас... делать? Ага. Он, я так понимаю, сейчас на меня нападет. Когда только я залезу в воду. Это ж Сказал, типа... что выход под водой. Да, конечно. Тебя обманули. Рано в воду лезть. Я еще тут не все. Инструкция. Эвил Гаусси. По игре он ученый. Работал над черной херней этой. Как-то так вроде. Ну, черная это херня, это груты у нас, которые были в 7-й части. И так далее. Инструкция по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендую сбросить излишки воды следующим образом. Запустите ветродвигатель рукояткой, чтобы поднять питание. Подать питание в шлюзовую. Потяните рычаг шлюзовой, чтобы открыть затвор шлюза. Ну, я понял. И все, что ли? Больше ты поделать ничего не можешь? Так, я что-то как-то бегаю. Тут куча путей каких-то. Проходов открывается. О, жирный. Поезд пассажирный. Так. Халявы никакой нету. Давай. Да. Чё дадат? Кошелек. Давай, так. Мелочевка. Ясно. То у него в труселях мелочевка. Что, все так плохо? Нормально. У Нормально. меня есть новинки. Так, я хочу слить эти как его. Так держать? Все, я уже поставил. Да. Я хочу слить ненужные мне ингредиенты. Они занимают в инвентаре место. Мне это не очень нравится. Так, У меня оружие. есть новинки. По-моему, нет. Они отмечаются даже, где появились новинки. Для снайперки, что ли, купить ингредиенты? Ага. Давай.
Берем для дробаша. Вот на что вы глаз положили. И член заодно. Вот так. Все пойдет. Да, почему бы нет? Ага. Вот так. Я могу установить любые модификации. Заходите еще. Нормально. Прибарахлился, короче говоря. Пусть немного, но тем не менее. Так. Изучить. Допустим. Если только откачать воду. Черт. Отсосать, так сказать, воду. Ага. То есть, короче, мы... Подойди ток на затвор. Короче, мы ток подаем, потом у нас загораются вот эти вот штучки, мы их прожимаем согласно вот этой вот бумаженцы, запускаем шлюз, открывается и убиваем рыбу. Все понятно. Все прозрачно, так сказать. Я вот не знаю, есть ли резон заходить вот сюда. Не идет. Сюда тоже не разрешат. Окей. Тогда в обход только. Здесь у нас жирный, а здесь у нас проход. Все понятно. Туалет типа сортир. Мэ и Жо. Реагент? Реагент. Кто-то какал эбоксидкой. Хотите, можно что-нибудь создать, нет? Угу. У нас, короче, патроны для дробаша больше занимают ресурсов, чем от винтовки. Хотя винтовка у нас эффективней в игре. Парадокс. У нее потому что убойная сила лучше, чем у дробовика. Записочку. Как же? Эта рукоятка старая и ветхая. Она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас есть только на втором ветряке. Куры, куры. Время убивать кур. Цыпа, цыпа, цыпа. Замочил? Не понял. Две куры я замочил или одну? Он сам пришел. По идее, у меня должно быть 3 куска мяса. Смотрим инвентарь. 3 куска. Все верно. Обломок кристалла. Я, конечно, сейчас гляну, можно ли его запихать все-таки в это ожерелье. Но мне прям покоя не дает. Стой. Ну, надо бы жирному слить кусок мяса и куска курятины. Как желаете. Да-да-да. Вот так. Желаем. Угу. Тут рыба нужна. Так держать? Так. И вот так держать. Все. Нет задач. Гарантирую, будет Так, а у нас еще есть вот это вот ценное просто, да? вкусное блюдо. Ладно, я потом уже им продам. Ну так, чтобы продавать, так говорится, так все скопом. Все, поехали.
Тут помимо того, то, что тебе и так лута наваливают, ты еще и сам его можешь покупать. Это так любезно, так сказать, со стороны. Так. Угу. Блин, надо было не торопиться. Ломал. Неси новый. Серьезно? Да, серьезно. Ну, хоть не сильно что-то накрутил. Давай еще раз подойдем к этой шестеренке, но я не думаю, что она сработает, у меня тупо ничего нет. Да, тут прям нужно этот такой большой ключ, как половые органы афроамериканцев. Зачем подзвучивать каждое движение, я не понял. Ну, в смысле, каждую вот эту, каждую лесенку. Для атмосферы, то, что ему тяжело. Так. Ну, в воду меня явно не пустят. Поэтому мы будем перемещаться перебежками. И меня будет кошмарить эта здоровенная килька. Вот так. Это мы потом сломаем. Давай осмотримся тут. Чтобы ничего не пропустить. Ну да, дальше меня не пустят. Вот и мост. Да, я понял. Не хочу стать рыбьим кормом. Может быть, он хочет его трахнуть, а не сожрать. Не хочу, говорит, стать рыбьей шлюхой. Эвил Гаоси. Рыбалка началась. Цыпа-цыпа типа. Типа цыпа. Ну-ка, а вот сюда мы можем побежать? Вверх и вниз! Ну, не имеет смысла, да. Чего вверх и вниз? Это к чему было сказано, интересно? Я не хочу становиться рыбьей шлюхой. Ну, а? Что упадет-то? А что произошло? Ну, сломал я эту хрень. Ее надо как-то на нее плюнуть, наверное. Чтобы она упала до конца. Может, с другой стороны? Ну, наверное, не так. Вот так. Слушай, нет. Как ее уронить-то до конца? Что надо сделать? Вот. Я вижу желтую хреновину, но как ее уронить? Как мне по ней ударить? Подобраться бы. Присесть не работает. Эвил Гаоси. С тупика стрельнул. Ага. Давай. Поудачнее точку обзора выберу. Вот так. Топ. Давай. Кстати, по-моему, в этих, как вам, во вселенной Dark Souls, тем больше у монстра глаз, тем он типа круче считается. Если я не ошибаюсь. Кто-то что-то такое подобное мнение высказывал. Снайперка.
Конечно, берем. Сюда, я так понимаю, я потом подойду. Стой, в бочке есть что-то? Нет. Ну, с этой рыбой по-любому надо будет потом удохаться. Толкнуть надо, нет? Толкать, во. Эвил Гаусси. Тема глаз актуальна, как я понял. Ну да. Постоянно, что не монстр, так вечно у него там 50 тысяч глаз. Вот сейчас пальцем калика. Так, ну открыл я. Ага, это надо вниз. Чтобы здесь мостик появился, правильно? Изучаем. Ну давайте, смелее дергай. Это просто слизь и все. Подумаешь, сопли с червями. Ничего там страшного нет. Все, мостик появился. А вот эти штучки у нас не зря нарисованы. Отмечены типа синим и желтым. Чтоб ты не запутался даже так. Допустим. Серьезно? А почему упал? Вот отстой. Не менять. Нет, не менять. Почему-то не сработал. Опускаем, ну. У меня на это какое-то время, что ли, небольшое. Они опускаются, что ли, эти мосты? Так. Трясется. Ну и чего? Угу. Ясно, понятно. Угу. Это в обратку идти. Слушай, хорошо то, что я туда не попёл. В самом начале. Патроны револьвера. Которого у меня еще нет. Так, у нас первый получается синий. Мы сначала вот этот, получается, дергаем. Потом вот этот. Все есть, все работает. Так, а белый тут во все трясется и падает. Блин. Вот отстой. Надо быстрее действовать, короче говоря. Пам-пам-пам, дергаем этот. Потом дергаем вот этот. Дергаем этот. Побежали. О, давай. Опа, Степа. Пробегаем. Блять. Серьезно. Где этот желтый? Залупа бомжа какая-то. Сука, дергаешь один, блядь, второй нахуй падает. А ублюдки вы. Значит, другая последовательность должна. Надо же, я чуть пачку патронов не просрал.
Да, короче, выключатели местами просто меняешь и все. Так. Ты что, идиот? Как он меня поймал? Постоянно, кстати, игра, короче, переживает за мой уровень сложности. Еще регулярно и так, без того меня сохраняет. Да. В очко тебе рыкни. Давай сюда сходим. Много снайперки наваливают. Такое ощущение, то, что мне ее прям со снайперки и лупить и надо будет. Смотри! Мама! Маза. Смотри, Маза. Как он плещется. На нерез, походу, идет. Толкать. Второй ящик. Или единственный. Так, ну и все, по идее, да? Можно что-то отсюда сделать? Да, нет? Нет. Я просто что, пробежал по кругу? Чтобы ничего не получилось? Не совсем понятно, зачем. Я че, она новая появилась. Они что, дематериализуются эти ящики и заново появляются? Да. То есть, короче говоря, хочешь большого босса, вот тебе разрабы любезно предоставляют гранатомет. Правда, я в тупую один выстрел потратил. Дают снайперку. Может быть, даже там какой-нибудь гарпунец мне дадут. Но не факт. По стреле надо, да, пройти? Не вопрос. Пошли пострелять. Прям экшен. Вот это я понимаю. Целый корабль там находился. Странно. Надо выбираться! Да, подождите. Хотелось бы повнимательнее. Сейное судно изучить. Я так понимаю, времени у меня немного. Да, я не успел. Быстрее надо это делать. Да, мне нормально в таком уровне сложности. Но что они прям переспрашивают все время? Вот это я понимаю. Сейчас мы сразу на нож. Ну и все. Времени не терять. Надо выбираться! Все, успел. Старая мельница крутится, вертится. Стрелять надо. Стреляйте. Супер. Охота вот минимальное количество патронов прям потратить. Чтобы, знаешь, потом к концу игры, короче говоря, брать и спокойно всех вообще мочить и мочить. Так. Мы пока дергать вот эту штуку не будем. Давай-ка мы тут посмотрим, что есть. Сейчас сюда не залезть.
Надеюсь, у меня времени достаточно, и он не сможет сломать. Да. Так, я все изучил. Рукоятка. Фарлан, Давай. Мне типа назад надо. Первая мельница. Есть тут какой-нибудь мегаспуск быстрый? Деформировалась и не открывается. Нет? Никак. А покрутить? Зачем тогда я доставала? Давай покрутим. Камеру все колбасит. Ну и чё? Чё мне это дало? Ну, покрутил я. Лестницу нарисовал. Так, подожди. Тогда эту рукоятку надо отсюда забрать. А уже забрал ее. Понял, принял. Полезли. Какая прям экшен, жуткая атмосфера. Нагнетает, нагнетает. Все, поехали, да, вот мы сейчас на этой мельнице покрутим. Да. Вот, я тут уже был. Тут типа он меня не достает. Да. Крутим. По-моему, таких рукояток здоровенных я не встречал. Ну, в смысле, больше ими крутить нечего. Затвор шлюза. Все, типа, электричество подал, садитесь жрать. Ну да. Да, электричество есть. А как их поменять? Ага. Стой. Угу. Надо как-то переместить ее. Подожди. Да вот оно как. Она перевернута. Тяни. Кажется, это белый. Так. Блин, нет. Дай-ка сообразить. Это у нас должна быть сбоку. С правой стороны. Ну, все верно. Значит, возле нее у нас идет фиолетовая, оранжевая, белая. Потом две синих. И все. Забава в том, что эта бумажка просто перевернута немножко. Есть. На жопе шерсть. Найдите выход. Давай-ка мы сохранимся. С толстым происходит, он походу тоже мутирует. Старина, ты успокойся. Да, нам туда. Моя нестерная вода
Верну я тебе потом воду, не ори. Им биться надо будет сейчас. По глазам ему стрелять, так сказать. Октября, солнечная матерь Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. Я усыпил их какой-то жидкости, а потом выложил Каду в их животики. Кирилл Гаоси. Мочи селедку. Теперь я жду, когда Каду вырастет в их животиках. 2 октября, пасмурно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни. Не очень-то, кстати, он похож на ученого. Раз таки в животике говорит, знаешь, такой принят. Так, давай ставим. Отлично. Ну, серьезно, разговаривает, по-моему, как умственно отсталый. Так, у меня, типа, есть еще где-то минут 10. Потом надо собираться на работу. Поэтому селедку, мне кажется, замочить сегодня я не успею. Как говорится, работа. Волк пытается все время куда-то убежать в лес, там подобные пригороды. Так что, ну, насколько успею, настолько успею. Если он сейчас нападет, и я его завалю, да, ради бога. Я думаю, этот босс не должен занять больше, чем 10-20 минут. Ну, посмотрим. Мама, ты будешь гордиться. Смотри! 20 минут. Взял, обрызгал меня этой херней своей. Залупыш. Давай. Смотри! Смотри на меня так! За тебя! Меня мама не любит! Все, он уходит. Ну, уходит, так уходит. Давай мы пока перезарядимся. У меня тут накопилось! Мина. Но они прям брыгают, чтобы я минами его мочил. Так. Да. Хилы. Да. Вот так. Ну и все. Он сейчас отсюда приползет. Давай-ка мы... Блин. Быстрый доступ на 4. Прочь с дороги! Гаденыш!
А чё мина не сработала? Ну ёптить как. Так, ба-ба-ба-бам. Давай мы по-прежнему, наверное, на 4. Винтовку ставим. Окей. Все, этого достаточно? Он еще не отъехал. Вредные цепенцы. Матерь Миранда, я же стараюсь. Подрочистим себе для босс-файта. Услышь меня! Эх, что-то еще лежит. Довольно-таки много лута. Иди сюда. Ирил Гаусси, старайся доехать. Я так понимаю, что он за собой жижей закрывает, да? Где он? Он готов прям ливануть. По бочке давай долбанем. Каноничненько выйдет, правда? Давай, давай, иди сюда. Бач, бач, бач. Все. Вот и весь босс. Чтоб тебя! Чтоб тебя. Помоги! Ирил Гаусси. Ну, вот как-то так. Кристаллическая моро. Как жил, так и помер. Уродец. Говном ты жил, а сапуном подохнешь. Ну и все. Короче, даже 3-й босс вообще просто, ну, такое себе. Ну ладно, выбираемся тогда отсюда. Че, как-то куда-то надо идти же, чтобы сохраниться. Значит, сюда. Выход прямо по курсу. Спасибо, Кэп. Тут, наверное, да, что-нибудь вкусненькое должно быть. Ну или комната с сохранениями. Матерь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит, и я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получит часть розы. Мы все должны прийти на церемонию, но матери, похоже, все равно. Матерь сказала, что роза оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь, хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня. Нет, я этого не хочу. Нет. Понятно. Еще крылья, короче. Ну что, возвращай. Все, у нас теперь шестикрылый, да? Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Или боевая баба. Интересно, что ты будешь Боевая делать с этими жаба. колбами?
Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься. Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься? Так и быть, помогу. Разводят, суки. Сперва иди назад к кладбищу. Это понятно, то, что к жирному надо сначала. Ублюдок. Это понятно, что надо сначала к жирному. К аду. Это у нас вот эти вот. Живое? Естественно. It's alive. Ага. Ну вот, короче, мы отсюда у него, по-моему, и утащили, да? Уморо этот хрень. Да. Так, поперли. В их сторону-то. По идее, на лифт. Можно и сюда. То ли срезка или что-то такое. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать стрим. Спасибо всем за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Пишите комментарии. Ну, там, лайкосы, как хотите. Вот, я сейчас, в принципе, что, добегу до деревни и сохранюсь. Больше тут ничего такого. Продолжим на следующем стриме. Там у нас 4-й, по идее,